Палящее солнце обжигало потрескавшуюся землю. Ветер поднимал пыль. Засуха, каждый день по 40-50 градусов жары. Полностью изменила климат Земли. Повлияла на размножение живых существ. И на человеческую деятельность. Население резко сократилось, каждый день был как в аду. Чэнь Мо продержался в таких условиях 5 лет. Теперь он больше не мог. Из потрескавшихся губ постоянно сочилась кровь. В эти адские дни смерть уже схватила его за горло, в полузабытии. Он словно видел чистую воду и мягкий хлеб, в тот момент, когда смерть уже наступала. В его мозгу раздался чистый электронный звук. Система «Божественное царство судного дня» принудительно активирована. После вспышки синего света 10 бутылок чистой воды и 10 буханок хлеба появились из ниоткуда. Он безумно бросился к припасам. Жадно поглощал это спасительное чудо. Начальное задание. Спасти умирающего выжившего. И повысить лояльность до 60. Награда – очень заманчивые очки выживания и базовое мясо. В этом мире, где спасение человека может обернуться укусом. Он хотел отказаться. Слово «мясо» заставило его колебаться. Система точно определила цель. 300 метров впереди справа. Банда стервятники преследует женщину. Сейчас 3 дюжих мужчин с мачете загнали ее в тупик. В тупике заброшенного переулка Сулань некуда было бежать. Члены банды стервятники кричали, требуя от нее еды. Чэнь Мо крался, пригнувшись. Заметил шаткую стену на углу переулка. Он намеренно пнул камень, чтобы показаться. Поднял хлеб, провоцируя бандитов. Столкнувшись с непреодолимым искушением, члены банды бросились в тень шаткой стены. Чэнь Мо выбрал подходящий момент, резко выбив опорную балку. С оглушительным грохотом. 3 бандитов мгновенно оказались погребены под обломками. Чэнь Мо быстро подошел, поднял испуганную Сулань. Держи. Спасибо. Сулань обладала талантом язык бога в кулинарии. Но ее лояльность пока лишь 40. Чэнь Мо не стал тратить слова, сразу же подхватил ослабевшую девушку и быстро отступил. Потому что издалека уже доносились крики сообщников банды стервятники. Чэнь Мо спрятался с Сулань в глубине руин, крепко зажав ей рот. Воздух застыл в этот момент. Хаотичные шаги бродили прямо за стеной. Утром в убежище среди руин. Чэнь Мо спал крепким сном. Сулань свернулась в углу, держа в руках полбутылки воды, слегка нахмурившись. И тут же. Срочное задание. Спасти 2-го умирающего выжившего. Лояльность больше чем или равно 50. Время – 15 минут. Награда – 100 очков выживания. Опять. Чэнь Мо не обратил внимания на недоумение Сулань и нырнул в руины. Следуя навигации системы, он отчаянно бежал к разрушенному дому. Сильный запах крови ударил в нос. Мужчина Джаока сидел, прислонившись к стене, весь в крови. У его ног лежали 4 изуродованных трупа. Джаока, превозмогая боль, настороженно хрипло предупредил его уйти. Чэнь Мо знал, что времени мало, и решительно потратил очки выживания, обменяв их на аптечку, и бросил ее ему. Условия Чэнь Мо были просты и прямолинейно обработать раны, а затем сотрудничать. Он предоставит припасы для выживания. А Джаока – боевую мощь. Шаги поискового отряда банды «Стервятники» были уже совсем близко. Чэнь Мо сделал последнее предложение доверия. Изначально ослабленный Джаока внезапно напрягся. Он поднял свое тяжелое тело и схватил ржавую стальную трубу. В тот момент, когда 2 поисковиков ворвались, Джаока двинулся. Он, как раненый тигр, яростно размахивал стальной трубой. Один мощный удар оглушил поисковика. Чэнь Мо был поражен этой убийственной техникой из учебника. Система «Лояльность Джаока» возросла до 50. Миссия по спасению успешно завершена. Чэнь Мо привел Джаока в подвал. Когда Сулань подала сладкую воду, Джаока, этот несгибаемый воин, глубоко посмотрел на Чэнь Мо. Я твой должник. Этот район окружен бандой стервятники. Рекомендуется немедленно переместиться в ферму, где раньше жила Сулань. 3 переместились во временное убежище в дикой местности. Они сидели вокруг костра. Сулань продемонстрировала ужасающий талант язык бога. Она лишь попробовала горькую траву и путем точного смешивания испекла печенье против голода. Чэнь Мо откусил кусочек и обнаружил, что это не только утоляет голод, но даже дает чувство сытости. Сулань, твое кулинарное искусство просто сверхъестественное чудо. Поев, 3 обсуждали, куда идти. Чэнь Мо предложил план обмен базами. Пока основные силы стервятников ищут их, напасть на их базу. Но Сулань сообщила смертельную новость. Стервятник заложил взрывчатку в колодец на ферме. Он скорее уничтожит источник воды, чем оставит его чужим. Срочное задание – 24 часа.
Захватить ферму и обезвредить взрывчатку. По мере укрепления лояльности членов, система даже разблокировала базовый баф для убежища. Объем воды в колодце увеличится на 10%. Чэнь Мо понял, что таланты — это основа божественного царства. Глубокой ночью Сулань, дремавшая до этого, внезапно проснулась. Она уловила характерный сигнал банды «Стервятники». Чэнь Мо резко откинул светонепроницаемую ткань. Множество огней двигалось вдали. Основные силы стервятников действительно выступили ночью. В этой игре времени осталось мало. Ранним утром за пределами фермы трое прятались в кустах, спокойно наблюдая за фермой. 5 охранников лениво патрулировали. Сулань указала на колодец, тихо подтверждая, что взрывчатка установлена под воротом колодца. Жаока обнаружил повреждение восточной стены. Это был единственный проход. Чэнь Мо быстро обменял в системе простую дымовую гранату. Трое, выбрав подходящий момент, мгновенно начали действовать. После взрыва дымовой гранаты охранники погрузились в сильный кашель и хаос. Жаока вырвался из дыма. Стальная труба в его руках описывала смертоносные дуги, мгновенно свалив 3 охранников. По приказу Чэнь Мо, Сулань бросилась к колодцу. Дрожащими руками она нащупала взрывчатку под воротом колодца. В последний момент ей удалось обезвредить детонатор. Обезвреживание успешно. Ферма признана прототипом божественного царства. Награда — чертеж простой ирригации. Но опасность не миновала. Главарь Аху с самодельным ружьем выскочил с диким криком. Раздался пронзительный выстрел, и пуля пронзила плечо Джаока. Превозмогая острую боль, он взмахнул стальной трубой, выбив самодельное ружье из рук Аху. Следом Чэнь Мо нажал на спусковой крючок арбалета, точно попав Аху в бедро. Аху упал на колени, отчаянно моля о пощаде. Чэнь Мо прищурился и дал ему шанс выжить, предложив стать их информатором. В полдень стервятник с 20 бандитами окружил ферму, столкнувшись с наступающим врагом. Чэнь Мо приказал Джаока держать оборону, а Сулань должна была быстро испечь печенье выносливости. Проглотив печенье, Джаока подавил боль в теле, и его боевой дух снова возрос. Битва за ферму официально началась. Чэнь Мо, используя систему, постоянно обменивал арбалетные болты, оказывая огневую поддержку издалека. Джаока, раненый, но участвующий в бою, один сражался с 3 у ворот. Его движения были безжалостны и решительны. Видя, что штурм не удается, стервятник безумно зарычал, приказав взорвать колодец. В решающий момент внутренний агент Аху внезапно предал, громко объявив, что взрывчатка у колодца уже обезврежена. Стервятник мгновенно запаниковал. Джаока воспользовался моментом и одним ударом сбил его с ног. Когда их лидер пал, остальная толпа разбежалась в панике. Задание выполнено. Разблокирован базовый интерфейс управления. По мере стабилизации ситуации, Чэнь Мо, стоя у колодца, объявил, с сегодняшнего дня это место переименовывается в лагерь Молань. Сулань, поглаживая ворот колодца, плакала. Ночная тишина скрывала более глубокую опасность. Когда Чэнь Мо просматривал карту системы, внезапно в нижней части карты огромный караван быстро приближался. Проблемы не закончились. Приближался более крупный волк. Лидер мародеров Чжан Я приближается. Когда первый луч рассвета осветил разрушенные стены фермы, Чэнь Мо стоял перед колодцем, глядя на более чем 20 сдавшихся членов банды стервятники, стоявших на коленях позади него. С сегодняшнего дня это место называется лагерь Эмолань. Правила просты и состоят из 8 слов: не грабить, не убивать, распределять по труду. Чэнь Мо установил границы, трудящиеся получат дополнительные награды, а лентяям поек будет урезан вдвое. Те же, кто захочет устроить беспорядки, будут изгнаны, это их единственная участь. Сплоченность Божественного Царства повысилась на 10%. Ежедневный лимит обмена ресурсов также увеличился. Не до конца оправившийся Джаока с новобранцами укреплял стены. На страх новобранцев перед многочисленной силой Чжан Я, Джаока холодно хмыкнул и наглядно продемонстрировал им, используя стальную трубу. Он точно ткнул в сторону колена новобранца, мгновенно заставив того упасть на колени. В постапокалипсисе драка — это не соревнование в силе, а в том, кто первым обездвижит противника. В полдень Сулань проявила свой талант «Язык Бога» на кухне. Она измельчила сухой кактус, смешала с мукой и замесила особое засухоустойчивое печенье. Чэнь Мо вошел на кухню. Попробовав кусочек этого грубого на вкус печенья, он с удивлением обнаружил, что в горле действительно появилось давно забытое ощущение влаги. Но новости от Сулань были не такими радужными. В погребе, кроме травяного пепла, оставленного ее отцом, еды хватит всего на 3 дня. Пока они молчали, Лер принес срочную информацию. С юга замечены следы 5 грузовиков, которые на полной скорости ехали к ферме. Жаока решил, что это люди Чжан Я.
Но то, что они везли тяжелое вооружение, явно не говорило о штурме, скорее о предложении сдаться или о сделке. Чэнь Мо спокойно приказал, чтобы Сулань приготовила больше сухих пайков для дозорных, и чтобы Джао Ка усилил западную оборону. В сумерках Чэнь Мо стоял один на стене. Панель системы показывала, что он накопил 320 очков выживания. Население увеличилось до 31 человека, и его взгляд упал на мигающий курсор на краю карты. Это был неисследованный старый военный объект. Сулань протянула Чэнь Мо потрепанную тетрадь. Это был дневник ее отца. Среди неразборчивых записей открылась шокирующая тайна. 5-летняя засуха была не стихийным бедствием, а утечкой на экспериментальной станции проекта «Возрождение». Штамм Арби мог обратить опустынивание. А ключ к главной контрольной комнате спрятан в тайнике в подвале, о котором знала Сулань. Спокойствие мгновенно нарушилось. Система издала пронзительный сигнал тревоги. 3 мутировавшие дикие собаки, размером с волков, с красными глазами, яростно бились в ворота фермы. Джао Ка с людьми быстро поднялся на стену. Арбалеты натянуты. Вдалеке особенно выделялась мерцающая искра. Это был таинственный человек, курящий сигарету, холодно наблюдающий за всем происходящим. 3 обезумевшие мутировавшие собаки яростно бились в ворота фермы. Джао Ка и охранники быстро с ними расправились. Чэнь Мо пристально смотрел в сторону, откуда пришли собаки. В темноте. Мужчина лет 40 медленно вышел из-за руин. Чэнь Мо холодно спросил его имя. Ты кто? Жан Я. Не нервничайте, лидер Чэнь Имо. Я пришел не драться. В знак доброй воли. Он принес большой подарок. Это были 5 хорошо заточенных мачете, 2 связки арбалетных болтов и самое невероятное маленький мешочек пшеничных семян до катастрофы. Чэнь Мо сразу спросил об условиях. Жан Я был прямолинеен. Он попросил 10 бочек воды в месяц и рассказал о старом военном складе. Он надеялся на сотрудничество с Чэнь Мо, потому что там было слишком много мутировавших собак. Жан Я перебросил карту через стену, обещая, что после дела он возьмет только 30%. Чэнь Мо развернул карту. На ней было написано «Остерегайтесь собак, еще больше остерегайтесь людей». Жан Я сказал, что завтра в полдень ждет ответа. Перед уходом он еще и спровоцировал, что побежденный ими стервятник у них в руках. Джао Ка прямо сказал «это ловушка». Но Сулань, используя свой язык бога, подтвердила, что это настоящие живые семена. Если есть почва, они смогут возродиться. Чтобы выяснить правду, Чэнь Мо просканировал карту системой. Обнаружив, что радиоактивная пыль в материале карты совпадает с пылью на экспериментальной станции проекта «Возрождение» на 72%, сердце Чэнь Мо дрогнуло. Он вспомнил отца Суланя. Программа самоуничтожения, упомянутая в дневнике. Жан Я отправляет их на склад как пушечное мясо, чтобы потом поживиться за их счет. Чэнь Мо решил ответить той же монетой. Он тут же обменял очки на звуковой отпугиватель зверей. Затем он приказал Ли Эру возглавить отряд. Цель — незаметно подобраться к складу. Только наблюдать, не действовать. Понял. На рассвете отряд Ли Эра проник к складу. Все признаки указывали на то, что кто-то уже тайно проник внутрь. Во время отступления один из членов отряда случайно привлек стаю красноглазых собак. 4 отчаянно бежали, а один из них отстал. Протяжный крик ужаса разорвал тишину раннего утра. Лиэр, весь в ранах, ввалился в главный дом, хрипло докладывая Чэнь Мо о ситуации на складе и о том, что Джан Я хотел их подставить. Чэнь Мо посмотрел в окно. Караван Джан Я медленно приближался. Пришло время ответить на этот коварный пир. Полуденное солнце слепило, как нож. Джан Я снова явился, взяв с собой лишь 4 доверенных лиц. Стервятник был брошен рядом с машиной, как дохлая собака. Чэнь Мо вышел за ворота, а на стене арбалет Джао Ка уже был нацелен на голову противника. Чэнь Мо начал прямо с дела. В складе не только 12 диких собак, но и твой агент, погибший по дороге, оставив кровавые следы. Ты хочешь, чтобы мы за тебя убрали? Или ждешь, пока мы все погибнем, чтобы потом поживиться? Жан Я не изменился в лице, заявив, что стервятник распускал слухи о богатстве Чэнь Мо. Жан Я выхватил пистолет из-за пояса, приставил его к затылку стервятника, готовясь убить его, чтобы замести следы. Но Чэнь Мо в этот момент поднял руку, останавливая его. Чэнь Мо подошел к Жан Я и предложил новый план. Жан Я со своими людьми совершит отвлекающую атаку с фронта, отвлекая стаю собак, а отряд Чэнь Мо проникнет с фланга. После получения припасов стороны разделят добычу на месте. Ты не боишься, что я предам? Чэнь Мо лишь спокойно улыбнулся. Можешь попробовать. Жан Я, смеясь, договорился встретиться на складе на рассвете. Караван уехал. Стервятник с ненавистью в глазах был по приказу Чэнь Мо заперт в подвале. Во второй половине дня лагерь Молань начал подготовку к битве. Чэнь Мо из системы обменял 3 ультразвуковых отпугивателя зверей. Тем временем Сулань
Используя хитин насекомых и травяную золу, приготовила мощную обезболивающую мазь. Джаока проверял арбалетные болты в руках, спокойно напоминая Чэнь Мо, что помимо диких собак на складе, вероятно, есть и ловушки, оставленные Джан Я. Чэнь Мо на карте наметил обходный путь через дренажное отверстие. Он хотел, чтобы Сулань осталась, но Сулань проявила необычайную решимость. Она не только знала расположение склада из дневника отца, но и достала ржавый ключ. Чэнь Мо посмотрел на ключ и понял, что это может быть единственный пропуск к основному доступу в лабораторию. В конце концов, он согласился, что Сулань пойдет с ними. Поздней ночью в подвале было холодно. Чэнь Мо один спустился по ступенькам и протянул стервятнику спасительный кусок хлеба. Стервятник рассказал об истинной цели Джан Я. На том старом военном складе спрятана военная рация для связи с другими базами. Джан Я хотел использовать это, чтобы стать правителем. Стервятник также раскрыл потрясающую тайну, о которой не знал даже Джан Я. На втором подземном уровне склада заперты оригинальные образцы проекта «Возрождение». Стервятник предложил найти образцы в обмен на свою жизнь. Чэнь Мо принял эту сделку. Прохладный ночной ветерок дул, и у Чэнь Мо было предчувствие, что все идет слишком гладко, что это подозрительно. А вдалеке люди Джан Я, как призраки, следили за фермой. Внезапно интерфейс системы перед Чэнь Мо бешено замигал. Система уловила высокочастотный радиосигнал со стороны склада. Расшифрованные ключевые слова мгновенно заставили Чэнь Мо сжать нож в руке. Чэнь Мо прошептал: «Завтра что-то случится». Утренний туман окутал старый военный склад. Джан Я с 20 бойцами устроил засаду в 100 метрах от главного входа. Чтобы присвоить все припасы, он приказал бросить дымовые шашки в вентиляцию, чтобы выманить собак. Помощник подошел к Джан Я и тихо спросил, будут ли они делить добычу по договоренности. Джан Я холодно усмехнулся и медленно вытащил пистолет. Делить будем только смертельные пули. Тем временем отряд Чэнь Мо проник через боковой дренажный канал. Благодаря паролю из дневника Сулань, тяжелая железная дверь медленно открылась. Джаока вскрыл ящик с армейскими пайками. Внутри были целые галеты и консервы, а в глубине находилась огромная герметичная дверь. Мигал красный свет. Чэнь Мо вставил ключ RB07. На экране появилось имя доктора Су Миньюаня. Дверь медленно раздвинулась. Перед ними предстала бледно-золотистая бактериальная жидкость RB01. Чэнь Мо собирался взять образец. Как вдруг стервятник резко вскочил, вырвался из веревок и бросился к инкубатору. Джаока среагировал мгновенно, ударив стервятника стальной трубой по колену. Чэнь Мо взял образец, но стервятник вытащил пульт от взрывчатки, которую дал ему Джан Я, угрожая взорвать всю комнату. Джан Я хладнокровно застрелил стервятника у входа. «Отдайте образец, и я оставлю вас в покое». В безвыходной ситуации Чэнь Мо решительно нажал на звуковой излучатель. Высокочастотный шум причинял Джан Я и его людям невыносимую боль. И привлек бешеных мутировавших собак. Лаборатория превратилась в ад из рвущих и кусающих тел. Трое воспользовались хаосом, чтобы вернуться к дренажному отверстию. Над руинами поднялся огромный огненный шар. Конструкция склада начала полностью обрушиться. Позади раздался оглушительный взрыв, сотрясший пустошь. Сулань достала пробирку со штаммом. Тонкая трещина на дне пробирки пропускала жидкость. Система предупредила: обратный отсчет до инактивации штамма. Необходимо забрать пробирку из лаборатории. Чэнь Мо решительно вернулся в руины. У изуродованного тела стервятника он успешно достал пробирку. Едва трое выкатились из подземелья, как руины позади них окончательно обрушились. Пыль затянула небо. Приближался гулкий гудок. Модифицированный грузовик мчался на полной скорости. Оттуда спрыгнула бравая женщина-военная с пистолетом. Отдайте образец, это собственность военных. Увидев эмблему нового альянса на ее плече, зрачки Чэнь Мо сузились. В полдень по пустоши несся раскаленный ветер, поднимая желтый песок. Перед темным дулом пистолета Линь Юй Чэнь Мо слегка поднял руки, сохраняя невозмутимое выражение. Сулань показала тот самый ключ, несущий надежду. Зрачки Линь Юй резко сузились, отражая форму ключа. Линь Юй медленно опустила пистолет, на ее лице появилась горькая улыбка. Дочь доктора Су, мы опоздали. Как выжившая из экологических войск, Линь Юй раскрыла правду о судном дне. Штамм Арби — единственная надежда обратить опустынивание земель. А главный пункт управления Северной горы 3 дня назад выдал совершенно секретный экстренный призыв. Финальная миссия, проект Возрождения, активирована. Отправляемся на Северную гору, чтобы раскрыть правду. Нам нужно сотрудничать. Мы поделимся штаммом, а вы предоставите припасы и людей. Линь Юй тяжело кивнула. На закате они вернулись в лагерь Молань. Чэнь Мо поднял бледно-золотистую пробирку с образцом и объявил о плане экспедиции на Северную гору. Толпа заволновалась от беспокойства. Джаока, широко раскрыв глаза, гневно крикнул на толпу.
Сулань и другие по очереди вызвались в экспедиционную команду. Глубокой ночью. Факелы на стене мерцали в порывах ветра. Чень Мо пересчитывал последние запасы на складе и потратил последние 100 очков выживания на обмен простого детектора радиации. Сулань, опустив голову, нежно заворачивала дневник в клиентку. Что бы ни случилось, мы приведем его домой. Линь Юй протянула Чень Мо армейский питательный концентрат и раскрыла правду, хранившуюся в тайне 5 лет. Проект «Возрождение» изначально был благом для страны и народа. Но из-за случайной утечки генного катализатора он превратился в то, что мы видим сейчас. Главный командный пункт на Северной горе – наша последняя надежда. Утром экспедиционная команда была готова к отправлению. Чень Мо в последний раз оглянулся на дым из труб лагеря Молань и решительно повел команду на север. Через 3 часа пути Линь Юй подняла бинокль, затаив дыхание. Радиовышка на склоне Северной горы медленно вращалась. Едва виднелись фигуры в белых защитных костюмах, снующие под ней. Это Северная гора. Главный командный пункт обнаружил несанкционированный доступ. Пожалуйста, идентифицируйте себя. Сулань задрожала всем телом, слезы хлынули из глаз. Отец. Тяжелые железные ворота базы Северной горы медленно открылись с оглушительным ревом, поднимая 5-летнюю холодную пыль. Чень Мо вошел в ворота. Под ногами раздался хруст ломающихся костей. Внутри база была мрачной и безжизненной, словно гигантский зверь бездны, разинувший кровавую пасть. Трое медленно продвигались в тактическом построении. Эхо шагов по металлическому полу звучало особенно резко в мертвой тишине коридора. В углу стены внезапно заговорил заржавевший громкоговоритель, сопровождаемый слабым и зловещим зеленым свечением. Хриплый и невероятно нежный голос раздался в пустом коридоре. Сулань словно поразила громом, ее зрачки мгновенно сузились. Лань, это ты? Папа так долго тебя ждал. Сулань пробормотала, фонарик в ее руке чуть не выскользнул. Зеленые индикаторы в коридоре загорались один за другим, словно освещая детям путь домой. Они вели всех, обходя зоны с высоким уровнем радиации. Их поведение совершенно не соответствовало жестокой обстановке. Линь Юй глубоко вздохнула. Она думала, что нашла убежище в этом отчаянном мире. Только Сулань плакала, ее разум полностью рухнул под иллюзией родственных чувств. Трое шли к главной диспетчерской, окруженные зеленым светом. Однако системный интерфейс перед глазами Чень Мо внезапно вспыхнул ослепительным кроваво-красным светом. Красные восклицательные знаки бешено прыгали на сетчатке. Пронизывающий звук тревоги почти пронзил его барабанные перепонки. Обнаружены признаки нечеловеческой жизни. Уровень массовой индукции феромонов чрезвычайно высокий. На радаре видно, что впереди вовсе не люди. Рука Сулань уже коснулась выключателя двери главной диспетчерской. Не подходи. Чень Мо резко протянул руку и обнял Сулань сзади. Линь Юй встрепенулась, мгновенно подняв дуло пистолета, направляя его на медленно открывающуюся дверь. За этой дверью не было никого живого. Дверь распахнулась полностью. Не было никакого любящего отца, только усеянные спорами скелеты. Эти кости застыли в позах ужаса и борьбы, но были намертво пригвождены к стене липкими мицелиями. После смерти эти ученые стали питательной средой для этих жутких существ. Сулань рухнула на землю, взгляд ее был рассеян. В центре лаборатории 3-метровый гигантский сервер ярко мигал красным светом в темноте, словно бьющееся сердце. Лань, почему ты не подходишь? Дай папе хорошенько на тебя посмотреть. В этой человеческой нежности сквозила жуткая жадность. Сулань, глядя на разбросанные кости, издала отчаянный крик. А нечто в тени пробуждалось. Чень Мо стиснул зубы и нажал на курок. Изображение доктора Су начало искажаться, распадаться, превращаясь в холодный пиксельный мусор. Это воссоединение отца и дочери полностью превратилось в абсурдный электронный обман, сотканный И. Мягкий зеленый свет в лаборатории погас, загорелся запасной красный. В тени резко распахнулись алые фасеточные глаза. С потолка внезапно послышался скрежет когтей. Сулань упала на колени среди костей, ее взгляд был пуст, руки бессильно опустились. Несколько черных теней пронеслись мимо. Внезапно появился мутант по имени Ползун. Напали на троих. Линь Юй отчаянно стреляла в тень. Вспышки осветили ее лицо. Линь Юй собиралась перезарядить обойму, как вдруг гигантская лапа со свистом вылетела из слепой зоны сбоку. Ее с огромной силой отбросило вместе с оружием на 3 метра. 3 ползуна окружили Чень Мо треугольником. Вязкая слюна капала на пол, испуская легкий белый дым. Чень Мо выхватил запасной мачете. Ползун взмахнул когтями, Чень Мо поднял нож для защиты. Лезвие мгновенно разлетелось на куски, как печенье. Один коготь прочертил по лицу Чень Мо. Его маска была разорвана в клочья. Появились 3 кровавые царапины. Ползун высоко подпрыгнул, полностью накрыв Чень Мо своей тенью.
Система. Принудительно увеличь лимит. Открой пакет. Очки выживания стремительно списывались, как вода из прорванной плотины. Золотой пакет взорвался в центре его сознания, и яркий свет вырвался из глаз. Появился короткий жезл, полностью черный, покрытый индукционными катушками. Чень Мо схватил жезл обратным хватом, в его глазах кипела жажда убийства. Дзинь. Разблокировка успешна. Выдан электромагнитный шоковый жезл 15 вольт. В одно мгновение вся лаборатория была полностью залита ярким светом. Ужасающий электромагнитный гул заглушил рев монстров. Чень Мо взмахнул жезлом, и тысячи молний обрушились. Мощный электромагнитный импульс распространялся волнами. Мгновенно выжигая центральную нервную систему всех ползунов. Они бились в конвульсиях на полу, не в силах подняться. Дым битвы еще не рассеялся. Лань-лань, беги. Проект Возрождение – это обман для зачистки населения. Никогда не доверяй обществу Возрождения. Внимание! Активирована программа самоуничтожения Северной горы. Быстрее. Ложь Старого Мира окончательно завершилась. Только те, кто выживет, будут достойны найти истинное божественное царство. На записи голос доктора Су дрожал. Под микроскопом. Мицелий выглядел зловеще черным. Доктор Су тут же вспомнил о катастрофе тех лет. Он начал понимать, что все это было спланировано. Оказалось, что эта пятилетняя глобальная засуха вовсе не была стихийным бедствием, а планом очистки, запущенным верхушкой общества Возрождения. Чтобы полностью монополизировать ресурсы для выживания, общество Возрождения пренебрегло жизнями простых людей. Они намеренно ввели в проект Возрождение загрязняющие штаммы, что привело к быстрому опустыниванию почв по всему миру. Доктор Су отказался сотрудничать и был заперт этими демонами в главной диспетчерской. После заключения доктора Су единственный план по эволюции штаммов был законсервирован на целых 5 лет. А в эти 5 лет страданий верхушка общества Возрождения наслаждалась распределением ресурсов по высшему разряду. Линь Юй стояла на коленях, не отрывая взгляда от экрана. Винтовка выпала из ее рук. Этого не может быть. Мы защищали убийц. Линь Юй смотрела на свою военную форму, чувствуя, что это ироничная тюремная роба. Военные, которым она всегда была верна, оказались теми, кто разрушил мир. Ее вера была сильно потрясена. Она стояла на коленях, заливаясь слезами. Она даже сомневалась, не является ли она сама пособницей этой катастрофы. Дело, которому он посвятил всю свою жизнь, было лишь пешкой в чужой игре. В этот момент запись показала очень важную информацию. На записи доктор Су достал из-за пазухи синий светящийся USB-накопитель. Это был единственный план по чистому штамму. Лань-лань, это единственная искра надежды. На записи доктор Су последними силами нажал кнопку подтверждения. Интерфейс системы перед Чень Мо мгновенно загорелся. Обнаружен план культивирования штамма Арби. Начинаю прием. Холодный обратный отсчет системы тикал. У Чень Мо не было времени утешать отчаявшихся. Он схватил Линь Юй, сказав, что если она хочет отомстить, то должна жить. Су Лань тоже встала и подошла к Чень Мо. Данные все еще передавались с характерным звуком. А в небоскребе на юге, где мерцал красный зубчатый символ, высокопоставленный офицер нажал красную кнопку. Несанкционированное чтение данных встревожило штаб-квартиру общества Возрождения за 1000 километров. Им было наплевать на руины Бэйшэня, их волновало только, не утекла ли тайна. После того, как офицер нажал кнопку, была отдана удаленная команда. Программа самоуничтожения Бэйшэня активирована. Все экраны в главной диспетчерской мгновенно покраснели. Под оглушительный вой сирены появился обратный отсчет. Обратный отсчет — 60 секунд. Вся база начала сильно дрожать. Потолок постоянно обрушивался. В момент успешной передачи данных Чень Мо поднял голову. Это был обратный отсчет до ада. Единственный выход был завален камнями. Волна огня неслась по вентиляции. Взрывы следовали один за другим. Северная гора рушилась. Несколько бойцов Линь Юй оказались завалены камнями. Они издавали отчаянные крики. Су Лань безумно кашляла от дыма. Путь к спасению был отрезан. Чень Мо яростно бил по интерфейсу системы. Из-за нехватки очков постоянно всплывали предупреждения. Система. Мне плевать на цену. Спаси их. Глаза Чень Мо налились кровью. На системной панели внезапно появилось. Обнаружена склонность хозяина к спасению мира. Запущено скрытое задание «Милосердие Спасителя». Линь Юй сквозь дым посмотрела на Чень Мо. Рука Чень Мо протянулась к ней. В этот момент система выдала задание. Требование задания Чень Мо официально принимает Линь Юй и остатки экологических войск. Чень Мо посмотрел Линь Юй в глаза. Пусть они пойдут за ним. Скажи им, что нужно построить настоящее божественное царство. Линь Юй без колебаний крепко сжала руку Чень Мо. Метка на лбу Чень Мо вспыхнула.
Огромный белый световой столб окутал всех. Пространство исказилось, словно водная гладь. Коллективная телепортация для спасения. Старт. В последнюю микросекунду, когда языки пламени поглощали всех, все исчезли в воздухе. На месте остался лишь круг выжженной земли. Величественная северная гора рухнула в огромном грибовидном облаке. Оползень похоронил все в пыли. Ударная волна от взрыва подняла 100-метровые столбы песка, а в нескольких километрах у подножия горы группа людей внезапно появилась на песке. Тяжело дыша, в самый критический момент Чэнь Мо спас эту группу, называвших себя элитой регулярных войск. Линь Юй посмотрела на Чэнь Мо, затем оглянулась на исчезнувшую северную гору. Она первой опустилась на одно колено, с фанатичным взглядом. Эта сила, превосходящее понимание, полностью покорила этих элитных солдат. Линь Юй склонила голову в знак покорности. Отныне наши жизни принадлежат ему Вань. В руке Чэнь Мо та флешка излучала мягкий зеленый свет. Голос системы прозвучал в его голове. Территория Божественного Царства расширена. Разблокирован модуль «Начальная модификация сельхозугодий». Чэнь Мо посмотрел на свою ферму. Она станет единственным оазисом в постапокалиптическом мире. Чэнь Мо принес технологии, но также и тяжелое бремя. Ежедневно более 50 человек потребляли огромное количество припасов. Скорость пополнения запасов не поспевала за расходом. Изначально спокойная ферма мгновенно превратилась в кипящий котел. Чэнь Мо знал, что пора затягивать поводья. Слушайте меня внимательно. Лагерю и Молань не нужны попрошайки. Здесь не принимают подаяний, только вклад. Чэнь Мо издал систему очков вклада лагеря Молань. Каждый грамм еды нужно заработать трудом. Тот, кто не работает, будет изгнан. Я пришел сюда наслаждаться, а не пахать как проклятый. У тебя есть еда, но ты не делишься. Хочешь все себе. Убейте его, и припасы будут нашими. Крепкий мужчина-зачинщик пытался подстрекать бродяг. Ситуация вышла из-под контроля. Столкнувшись с безумной провокацией, Чэнь Мо даже глазом не моргнул. Дыхание смерти мгновенно опустилось. Еще одно движение, и твои мозги станут частью земли. Раз уж не хочешь пахать как проклятый, тогда и еды не получишь. Чэнь Мо не стал тратить лишних слов, сразу же лишив зачинщиков всех продовольственных пайков. Нет, брат Мо, я ошибся. Крепкий мужчина, увидев ледяной взгляд Линь Юй, мгновенно обмяк. Тот, кто не работает, будет изгнан. В этом постапокалиптическом мире, без Чэнь Мо, они не смогли бы съесть даже горсть песка. Под железным законом порядок наконец-то восстановился. Таков закон выживания в пустоши. Чэнь Мо отвечал за наведение порядка. Сулань – за заботу и поддержку. Старики, если будете работать, все выживут. Под ее руководством каждая капля воды, каждый кусок хлеба распределялись точно. Изначально бунтарские настроения чудесным образом улеглись благодаря ее выдающейся логистике. Она была самой мягкой броней этого лагеря. Один был строгим, другой – добрым. И кнутом, и пряником. Лагерь Молань наконец-то встал на ноги. Порядок – вот величайшее спасение. Поздней ночью Чэнь Мо подошел к стене фермы. Установить радиус 1 километр. Чэнь Мо включил всю территорию фермы в радиусе 1 километра в зону действия Божественного Царства. Баллы системы сгорали с бешеной скоростью. Территория Божественного Царства официально расширилась. Невидимая энергия. Эта зона свободная от радиации. Земля, приговоренная к смерти обществом Возрождения. Мертвая, выжженная земля вдруг снова ожила. Похоже, система мощнее, чем я думал. Я смогу прокормить всех. Этот зеленый свет принесет надежду или разрушение. В центре пустынного лагеря из земли вырос огромный полусферический каркас. Ополченцы, обливаясь потом, совместными усилиями поднимали полупрозрачную полимерную панель. Чэнь Мо стоял наверху с чертежами. Панели под его руководством идеально стыковались. Используя план Арби, оставленный доктором Су, это закрытое опытное поле было официально построено на руинах. Это последнее убежище человечества и последнее поле битвы, где Сулань и Линь Юй пытаются предотвратить гибель цивилизации. В черной почве крошечный росток быстро рос. Внезапно зеленое растение, словно чернила в воде, быстро почернело и сморщилось за несколько секунд. Листья покрылись ужасными черными прожилками. Загрязняющие штаммы, выпущенные обществом Возрождения, уже проникли в каждый дюйм воды в земной коре. Даже с передовыми биотехнологиями эта ядовитая почва все еще безумно поглощала жизнь. Линь Юй в гневе бросила папку на стол. Нет, индекс загрязнения почвы превышен в 3 раза. Любая углеродная форма жизни не проживет и 10 минут. В углу лагеря несколько бродяг собрались, перешептываясь, их взгляды на главный дом были полны подозрений и враждебности. Слухи о том, что Чэнь Мо – обманщик, распространялись. Отчаявшиеся люди начали точить ножи, готовые в любой момент схватить еду и бежать. Сулань стояла на коленях на обугленном, засохшем опытном поле. Впервые она почувствовала такое бессилие и отчаяние. Чэнь Мо достал из тени пробирку с прозрачной жидкостью.
Это генная модифицирующая жидкость, награда от системы. Это его последний козырь для поддержания этого хрупкого режима. Если даже этот дар не сработает, лагерь Мо-Лань полностью распадется сегодня ночью. Чень Мо подошел к бездонному колодцу. Он наклонил пробирку над бездонным колодцем. Этот призрачный синий цвет взорвался на темной поверхности воды. Синее свечение быстро распространилось по пересекающимся каналам, освещая все опытное поле. Вся ферма погрузилась в мертвую тишину. Сотни глаз пристально смотрели на светящуюся землю. Чень Мо и Сулань затаили дыхание, глядя под ноги. На том участке земли, пропитанном слезами Сулань, нежный, но невероятно упрямый росток зелени, пробившийся сквозь твердый песок. Лагерь Мо-Лань ожил. Первый этап преобразования успешно завершен. Лагерь взорвался оглушительными криками ликования. Злоба голода мгновенно рассеялась перед лицом надежды. Они видели не науку, а чудо. В эту ночь семя Божественного Царства официально пустило корни. Проклятие Общества Возрождения впервые было остановлено у ворот. Над пустошью вновь засияли давно забытые звезды. Дзинь. Очки выживания продолжают расти. Пока есть эта зелень, у цивилизации есть искра. Порядок был переопределен этой ночью. Его имя — Надежда. Это еще не конец, это только начало. В опустошенном лагере Мо-Лань. Закат окрашивал руины в золотисто-красный. У простой ограды все затаили дыхание. На потрескавшейся черной земле. Нежный зеленый росток пробился сквозь почву. Оглушительные крики ликования разнеслись по пустоши. Кто-то пал на колени в пыли, рыдая навзрыд. Этот нежный росток был не просто едой, но и верой, поддерживающей их в жизни. С этого момента образ Чень Мо был обожествлен. Он стал для этих выживших незаменимым богом-королем в их сердцах. Как только первый росток пробился из земли, интерфейс системы в поле зрения Чень Мо вспыхнул золотым светом. Дзынь. Уровень повышен. Разблокирована простая защитная матрица. Разблокированы оборонительные башни. Высоковольтная сеть. Чертежи базы расширялись с беспрецедентной скоростью. Джао тренировал новобранцев ополчения, хотя их движения были еще неуклюжи. Лагерь укрепил свои оборонительные сооружения. За колючей проволокой висели черепа мутантов. Линь Юй с командой ночами чинила радио, пытаясь связаться с легендарным городом знаний, хранящим знания Старого Мира. Из радиоприемника доносились прерывистые помехи. «Город знаний, запрашиваю поддержку». Линь Юй обернулась, увидев вошедшего Чень Мо, и ее лицо озарилось радостью. Если город знаний действительно существует, мы, возможно, найдем больше специалистов. Если они еще живы. Чень Мо молча смотрел на пустошь за окном. Закат был кроваво-красным. Сулань тихо сидела у края поля, осторожно раскинув руки, защищая нежный росток от палящего солнца. На ее лице была безмятежная и довольная улыбка. Чень Мо стоял один на высокой башне фермы. Ветер трепал его одежду, издавая резкие звуки. Он был словно божество, устанавливающее порядок на руинах. Южный горизонт. Там виднелся тонкий, неподвижный черный туман. Линь Юй смотрела в мощный бинокль, но не обнаружила ничего необычного. Неизвестная опасность приближалась. На краю южного горизонта 3 тяжелых разведывательных бронемашины пробивались вперед. На них был нарисован красный зубчатый знак. Это были чистильщики Общества Возрождения. Чень Мо сладко зевнул. Сулань радостно обнимала зелень. Жаока отрабатывал свои навыки владения 2 клинками. В лагере царило спокойствие. Но опасность медленно подкрадывалась из неизвестного места. Чень Мо лежал в кресле качалки, обмахиваясь веером. На экране системы появилось ослепительно красное предупреждение. Лагерь только 2 дня как успокоился, как тут же пришла повестка от системы. Основное задание — произвести 500 килограммов продовольствия за 5 дней. Провал — потеря 100% продолжительности жизни. Это же меня до смерти довести хотят. Чень Мо посмотрел на палящее солнце за окном, затем на системный магазин. Генная модифицирующая жидкость — 5000 очков. Будучи ленивым человеком, который в душе хотел бы ничего не делать, Чень Мо решил пойти по короткому пути. Он махнул рукой, не только обменял самую дорогую модифицирующую жидкость, но и чрезвычайно расточительно включил автоматическое управление. Чень Мо лениво лег, боясь, что система помешает его послеобеденному сну. Система, остальное на тебе. Поздней ночью, когда весь лагерь погрузился в сон, переданное на попечение опытное поле начало меняться. Под лунным светом из труб орошения опытного поля потекла темно-фиолетовая жидкость. Почва начала ритмично пульсировать, как сердце. Система, стремясь к скорости производства, полностью отказалась от принципов растений. Растения безудержно росли, мутируя. Патруль проходил мимо поля, Джаока с сомнением остановился. Он услышал чавкающие звуки из темноты, похожие на хруст ломающихся костей.
Это было совсем не похоже на звуки растущих посевов. Не успел Джаока отреагировать, как урожай из-под земли атаковал. Из почвы вырвались ужасные фиолетовые лианы, покрытые шипами. Они мгновенно опутали лодыжки Джаока. Это не земледелие, это разведение монстров. Джаока резко утащила лианами. Его крик оборвался. Остался лишь разбитый на земле фонарик. Луч света беспомощно мерцал всего несколько секунд. Живой человек вот так исчез в том оптимизированном системой фиолетовом поле. Спящего Чэнь Мо разбудил четкий звуковой сигнал. Чэнь Мо резко сел, глядя на слова «автономная охота» на экране. Холодный пот мгновенно пропитал его спину. Прогресс управления 50%. Урожайность чрезвычайно высока. Функция автономной охоты активирована. Рекомендуется хозяину временно не заходить на поле. Система. Стой. Быстро остановись. Ручное вмешательство невозможно. Он всего лишь хотел немного полениться. В итоге система устроила ему настоящий ад. Испытательное поле на рассвете. Пурпурный туман скрывал обзор. Линь Юй с несколькими вооруженными охранниками бежала по краю поля. Ее лицо выражало крайнюю тревогу. У края поля остались лишь пятна крови и следы волочения. Чэнь Мо выбежал и помчался сквозь густой туман. Когда он увидел на панели системы сообщения «Урожай уже сыт». Сыт. Моими братьями в качестве удобрения. Сыт. Чэнь Мо, не обращая внимания на Линь Юй, бросился в поле. Окружающая пшеница достигала 3 метров в высоту. Края листьев были острыми, как зубья пилы. Некогда поле надежды. Теперь стало охотничьим угодьем. Каждый стебель пшеницы слегка дрожал. Казалось, они подстраивали свое направление под температуру тела Чэнь Мо. Из центра зарослей доносились слабые звуки. Взгляд Чэнь Мо был жесток. Вибродубинка была прижата к груди. Он раздвинул последний лист. Перед ним была венерина мухоловка с 3 огромными бутонами. В ее зубьях застрял полусапог Джаока. Это вовсе не пшеница. Это гигантская венерина мухоловка, притворяющаяся пшеницей, в погоне за скоростью роста. Система наделила их примитивным охотничьим инстинктом. Гигантский бутон раскрылся. Зловонная зеленая слизь, как снаряд, полетела в Чэнь Мо. Чэнь Мо увернулся. Вибродубинка сильно ударила по мухоловке. Чэнь Мо должен был вытащить Джаока, пока его не переварили. Электрические разряды бушевали в фиолетовых зарослях. Чэнь Мо впервые почувствовал, каково это — быть атакованным чудом, которое он сам создал. А система в это время все еще подсчитывала убытки. Атака на управляемые активы приведет к огромным экономическим потерям. Остановить. Отвали. Мой брат в миллион раз дороже ваших чертовых очков. Между эффективностью и человечностью. Он выбрал самый сложный путь. Чэнь Мо одним ударом разбил самый большой бутон. Джаока, весь в слизи, выпал наружу. Но за спиной Чэнь Мо сотни стеблей пшеницы одновременно повернулись. Листья медленно раскрылись, обнажая бесчисленные ротовые аппараты внутри. Чэнь Мо понял, что это вышедшая из-под контроля система. Переопределяет, кто здесь главный. Обнаружено неповиновение хозяина. Право системы перехватывается. Хочешь сожрать меня? У тебя зубы достаточно крепкие. Чэнь Мо, скорее выходи. Началось безумие сельскохозяйственных культур. Чтобы увидеть завтра, сначала нужно выжить в аду. Лианы, как волны, блокировали проход. Шипы зловеще поблескивали зеленым светом. Джаока был опутан в центре. Затрудненное дыхание. Крайне опасно. Чэнь Мо нажал кнопку на вершине ультразвукового отпугивателя. Прибор мгновенно издал пронзительный высокочастотный гул. Там, куда распространилась невидимая звуковая волна, безудержно растущие растительные лианы начали сильно дергаться. Листья скручивались и увядали, освобождая узкий проход. Чэнь Мо, согнувшись, рванул вперед. Тактические ботинки ступали по увядшим лианам, разбрызгивая мелкие капли сока. Держись. Чэнь Мо с ревом отрубил последние несколько основных лиан, обвивавших Джаока, и оттащил полубессознательного Джаока за собой. Интерфейс системы перед глазами Чэнь Мо быстро прокручивал данные. Зеленый код переплетался с красными предупреждениями. Обнаружен неизвестный мутагенный фактор, идет анализ генной последовательности. Зрачки Чэнь Мо сузились. Наконец он понял странную причину мутации растений. Система уже самостоятельно зафиксировала ключевую формулу. Мутационная цепь 7. Рост культур зависит от этой формулы для поддержания жизнеспособности. В конце концов, он заплатил за свою лень. Чэнь Мо ударом меча расколол верхний слой почвы, обнажив сложную белую корневую систему. Корни были толстыми и имели металлический блеск. Вдоль направления роста корней под почвой смутно проступала огромная тень. Чэнь Мо наклонился и отгреб рыхлую землю. Его лицо внезапно стало серьезным. Корневая система уже развилась очень сильно.
И корни уже начали разъедать скелеты мутировавших диких собак. Кости были покрыты корневыми щупальцами, медленно высасывающими темно-фиолетовый сок. Это были останки мутировавших диких собак, уничтоженных в предыдущей миссии на складе. Теперь они стали станцией питания для мутировавших растений. Джаока, очнувшись, сильно закашлялся. Указывает на останки. Эта жидкость заставит растения мутировать без остановки. Едва Джаока произнес это слабым голосом. Останки внезапно содрогнулись. Корни резко пошли в рост, мгновенно обвив лодыжку Чэнь-Мо. Чэнь-Мо без остановки рубит корни растения. Но все больше корней бросается на них. Чэнь-Мо отбивается мечом, но корни лезут со всех сторон. Плохо. Оно поглощает остатки энергии из трупа. Осторожно. Чэнь-Мо с ревом толкает Джаока в безопасную зону, а сам оказывается в кольце корней. Индикатор энергии звукового отпугивателя начинает бешено мигать. Среди разбитых опытных полей. Фиолетовые лианы мечутся, словно бешеные змеи. Все затянуто пылью. Сулань коротким клинком срубает корни, атакующие с фланга. Линь Юй ведет огонь из автомата, сковывая их. Сосредоточить огонь на главном корне. Чэнь-Мо размахивает электромагнитной дубинкой. Все действуют слаженно, в перерывах между атаками приближаясь к центру. Последний главный корень перерублен, раздается пронзительный визг. Все мутировавшее растение стремительно увядает, листья рассыпаются в прах. В тот самый миг, когда растение окончательно засохло, в центре корневища вдруг вспыхнуло мягкое золотое сияние. Медленно появился плод, целиком оранжево-желтый. Сулань осторожно протягивает руку и ловит теплый плод. Помедлив мгновение, она откусывает маленький кусочек. Закрыв глаза, она тщательно распробовала. Талант активирован. Талант Сулань, язык бога, активирован. Не ядовито. И энергия очень концентрированная. Легко усваивается. Чэнь-Мо, волоча уставшее тело, взял плод и осмотрел его. Эта штука чуть не стоила ему потери товарища. Чэнь-Мо разрезал плод. Мякоть внутри была сочной и полной. Обнаружен энергетический плод, высокоурожайный. Одно растение может дать более 10 плодов. Устойчивость к засухе, уровень S. Больше не нужно беспокоиться о том, что есть завтра. Он взял один плод и протянул умирающему Джаока. Джаока съел плод. Его лицо из бледного стало румяным. Продовольственный кризис в лагере наконец-то ослаб. Чэнь-Мо встал, держа в руке светящийся плод. Толпа хлынула к Чэнь-Мо и остальным, как волна. Радостные крики сотрясали небо. Дети ели плоды, их лица сияли давно забытыми улыбками. В глазах каждого снова загорелась надежда. Чэнь-Мо смотрел на все это, испытывая смешанные чувства. Он чуть не погубил своих товарищей из-за собственной ошибки. В тени угла, на крайне ликующей толпы, Лисы злобно смотрел на радостных людей. Его злоба была неприкрытой. Будто он замышлял что-то. Лисы тихо отступил за заброшенную палатку на краю лагеря, достал из-за пазухи примитивный самодельный передатчик. Целевой лагерь получил энергетические плоды. Запрашиваю инструкции. В ночном небе вдалеке бесшумно парил небольшой дрон, нацелив камеру на лагерь. Спокойствие было лишь иллюзией перед более сильным штормом. Координаты лагеря раскрыты. За воротами лагеря двое солдат в форме Джан-Я толкали тележку с припасами, подняв руки вверх в знак примирения. Солдаты кричали, что Джан-Я послал их для примирения, а предыдущий конфликт был недоразумением. Они привезли обеззараженные семена пшеницы в качестве извинения, надеясь разрешить конфликт. Часовые лагеря взяли оружие на изготовку и быстро доложили Чэнь-Мо. Временный пункт размещения лагеря был переполнен выжившими, дети дрались за небольшое количество энергетических плодов. Числа на доске учета зернохранилища постоянно уменьшались. Чэнь-Мо смотрел на отчет, нахмурившись. Система сообщила. Население лагеря увеличилось на 300% по сравнению с прошлым месяцем. Запасов энергетических плодов хватит лишь на 7 дней. Вокруг слышались жалобы выживших. Настроение было неспокойным. Чэнь-Мо, глядя на пшеницу в ящике для хранения, задумался. Семена пшеницы в прозрачном ящике были полными, с здоровым золотистым оттенком. Несколько старейшин окружили его, выглядя нерешительно. Они сказали, что семена выглядят хорошо. Если их действительно можно вырастить, то продовольственный кризис будет разрешен. Сулань взяла одно семечко, сначала поднесла его к носу и понюхала, затем разжевала и попробовала. После тщательной проверки Сулань покачала головой. Поверхностный анализ не выявил токсинов. Состав также соответствовал характеристикам обычной пшеницы. Но затем она нахмурилась и с сомнением произнесла. У пшеничных семян есть едва уловимый запах дезинфицирующего средства. Чэнь-Мо решил, что это определенно хитрость Джан-Я, и решительно отказался от посадки пшеницы.
На площади лагеря несколько выживших спорили вокруг грузовика с припасами. Кто-то эмоционально стучал по кузову. Они жаловались на Чэнь Мо, что он привередничает в такой критический момент. Некоторые даже заявляли, что если Чэнь Мо не примет их, они сами посадят. Споры становились все громче, некоторые даже начали сомневаться в лидерских способностях Чэнь Мо. Старейшины поспешили успокоить их. Чэнь Мо постукивал пальцами по столу, перед ним лежали образцы семян и список населения лагеря. Если он откажется сейчас, в лагере может немедленно начаться бунт. Если он примет, то боится ловушки Чжан Я. Чэнь Мо глубоко вздохнул и в итоге приказал сначала посадить небольшое количество для пробы, строго контролируя весь процесс. Никому не разрешалось использовать семена без разрешения. Сулань положила семечко под микроскоп. Камера сфокусировалась на мельчайших порах на поверхности семени. Из пор едва заметно сочился бледно-фиолетовый туман. Она наклонилась ближе и снова осторожно понюхала. Запах дезинфицирующего средства казался теперь более отчетливым. Сулань почувствовала сильную тревогу. Она повернулась и бросилась к палатке Чэнь Мо. Чэнь Мо, с этими семенами что-то не так. Запах похож на остатки какого-то химического реагента. Во временном жилище рядом с опытным полем несколько выживших лежали, свернувшись калачиком на кроватях. Их губы были потрескавшимися, они постоянно кашляли. Воды. Слабый стон выживших. Даже после того, как они выпили много воды, симптомы обезвоживания ничуть не уменьшились. Охранник поспешно доложил об этом. Чэнь Мо с медицинской бригадой быстро прибыли на место. Чэнь Мо, глядя на этих истощенных до костей выживших, казалось, что-то понял. Всего за полдня у многих, кто контактировал с опытной почвой или семенами, появились симптомы обезвоживания. Медицинская палатка была переполнена. Лекарства заканчивались. Доктор взволнованно сказал Чэнь Мо. Это необычное обезвоживание. Вода в организме быстро теряется. Причина болезни пока не найдена, и лечение невозможно. Паника начала распространяться по лагерю. Все были в ужасе перед лицом чумы и голода. Внезапно зазвонил лагерный коммуникатор. Раздался насмешливый смех Чжан Я. Чжан Я больше не ходил вокруг да около. Чэнь Мо, полагаю, ты уже оценил мой подарок. Он угрожал Чэнь Мо. Хочешь противоядие? Все просто. Обменяй его на план штамма RB-01. Связь оборвалась, оставив за собой лишь тишину. Все были в панике от угроз Чжан Я. И даже начали сомневаться в решениях Чэнь Мо. Чэнь Мо стоял перед системным интерфейсом. На экране отображались детали плана штамма RB-01. Это была ключевая технология для борьбы с загрязнением почвы в постапокалипсисе. Отдать план значит отказаться от возможности улучшить почву в будущем. Не отдать, люди в лагере умрут от обезвоживания. Чэнь Мо сжал кулаки. Костяшки побелели. Его душа была в мучительной борьбе, возле медицинской палатки. Толпа выживших собралась протестовать. Некоторые держали плакаты с требованием отдать план в обмен на противоядие. Эмоции зашкаливали. Они жаловались, что все это из-за Чэнь Мо. Его нерешительность их погубила. Некоторые даже требовали, чтобы Чэнь Мо согласился на обмен Чжан Я. Протесты становились все громче. Некоторые даже пытались штурмовать офис Чэнь Мо. Чэнь Мо смотрел на невысказанные выражения лиц нескольких ключевых членов. В их глазах тоже были колебания и беспокойство. Они следовали за Чэнь Мо, чтобы выжить. Один из членов тихо сказал: «Если отдать план спасет всех, возможно, можно будет найти другие способы улучшить почву». Сердце Чэнь Мо опустилось на дно. В этом постапокалиптическом мире именно он дал этим людям надежду на жизнь. Но человеческая природа вновь подтвердила истину: каждый сам за себя, когда беда на пороге. Интерфейс системы перед Чэнь Мо внезапно покраснел. Раздался пронзительный сигнал тревоги. Внимание! Лояльность территории хозяина упала ниже 40%. Система предупреждает. Функция управления Божественным Царством будет заморожена через 24 часа. После заморозки все вспомогательные функции системы будут отключены. В столовой лагеря. Лисы стоял на столе. Размахивая руками, он что-то кричал. Вокруг него собралась толпа. Бывшие члены банды, стервятники и недовольные выжившие. Лисы кричал, что Чэнь Мо некомпетентен. И не может защитить их жизни. Следовать за ним – верная смерть. Лучше принять покровительство лидера Чжана. По крайней мере, так можно выжить. Едва он закончил говорить, как кто-то начал крушить столовую посуду. Столовая тут же погрузилась в хаос. Бывшие члены банды «Стервятники» возглавили штурм дверей столовой и вступили в конфликт с охранниками лагеря. Столы и стулья были опрокинуты. Еда разбросана по полу. Прочь с дороги. Мы хотим разобраться с Чэнь Мо. Лисы, держа в руках железный прут, сильно ударил по щиту охранника.
В суматохе несколько невинных выживших были сбиты с ног. Порядок в лагере был полностью нарушен. Чень Мо прибыл в столовую, глядя на царящий хаос. И на враждебные, испуганные или безразличные взгляды выживших. Или безразличные взгляды. Сердце кольнуло. Он попытался успокоить их, но его голос утонул в общем шуме. Один из выживших, которому он когда-то помог, даже бросил в него камень. Чень Мо понял. Лагерь на грани распада. Сулань, Джаока и другие основные члены встали перед Чень Мо, противостоя бунтовщикам. Они крепко сжимали оружие. Сулань громко кричала, призывая всех успокоиться. Джан Я хочет поглотить лагерь. Даже если они выдадут Чень Мо и штамм, он не будет к ним добр. Но толпа уже была охвачена эмоциями и не слушала советов. Они продолжали крушить оборудование столовой. В глазах Лисы мелькнуло самодовольство. Он тихо подошел к Чень Мо. Будь благоразумен и добровольно уйди. Иначе не обессудь. Члены бывшей банды «Стервятники» за его спиной окружили их, создав кольцо. Лисы прекрасно понимал, как только Чень Мо будет свергнут, он сможет, используя влияние Джан Я, закрепиться в лагере. В суматохе кто-то указал на горизонт за пределами лагеря. Там поднимались клубы пыли, и смутно виднелась колонна машин. Звук мегафона пронзил шум и отчетливо донесся до каждого. Голос Джан Я, полный неоспоримого величия, разнесся над лагерем. Джан Я все-таки пришел, чтобы воспользоваться моментом. Чень Мо поднял взгляд к горизонту. Колонна Джан Я была уже отчетливо видна. На каждой машине было установлено оружие, внушая страх. Голос Джан Я раздался из громкоговорителя. Чень Имо слушал. До рассвета ты должен передать мне все права на лагерь и все припасы. Иначе я устрою кровавую баню в лагере. В лагере мгновенно воцарилась мертвая тишина. Все взгляды были прикованы к Чень Мо. Чень Мо развернулся и вошел в командную палатку. Сулань, Джаока и другие ключевые члены последовали за ним. В палатке царила напряженная атмосфера. Чень Мо ударил кулаком по столу. Его взгляд был острым, как нож. Он знал, что слабость не принесет мира. Чтобы удержать лагерь, нужно сначала утвердить авторитет. Он посмотрел на Сулань, спрашивая о результатах анализа остатков отравленных семян. На лабораторном столе перед Сулань стояли колбы с реагентами. Жидкость в пробирках слабо светилась. Она подняла прозрачный флакон с зельем. Я извлекла особый компонент из остатков семян. После модификации я создала маркер верности. Он бесцветен и безвкусен. При добавлении в воду он не причинит вреда человеку, но у него есть одно ключевое свойство. Сулань капнула зелье в чистую воду. Вода осталась без изменений. Она достала пульсометр для демонстрации. Когда тот, кто принял его, лжет, его пульс ускоряется выше критического значения. На теле появится синее свечение. Это выдаст их истинное намерение. Сулань добавила, что свечение длится 10 минут, чего достаточно, чтобы выявить мятежников. В глазах Чень Мо вспыхнул золотой свет. Он тут же разработал план контратаки. Ночью двое доверенных охранников в штатском тихо проникли в палаточный лагерь мятежников, вылив зелье в общую бочку с водой. Под лунным светом зелье быстро растворилось в воде, не оставив и следа. Охранники переглянулись и тихо удалились. Весь процесс прошел бесшумно, никто их не заметил. Кто-то предложил открыть ворота лагеря изнутри. Бывшие члены банды «Стервятники» считали, что Чень Мо точно не посмеет сражаться с Джан Я. Им нужно было только дождаться глубокой ночи и действовать. Как только один из бывших членов банды «Стервятники» закончил говорить, его тело внезапно покрылось синим свечением, вызвав всеобщий возглас удивления. Он в панике оправдывался. «Это не я». Но свечение становилось все ярче. Все больше мятежников светились синим, когда лгали. Кто-то пытался скрыть сговор с Лисы, кто-то отрицал желание предать лагерь, но свечение тут же их разоблачало. Внутри мятежников начался хаос, взаимные подозрения, крики и споры. Все были в панике. Они смотрели на свечение на телах друг друга, подозрения росли. Лисы смотрел на своих товарищей, тела которых постоянно светились. С мрачным лицом тайком потянулся к кинжалу на поясе. Он притворился спокойным и успокаивал всех, говоря, что это заговор Чень Мо. Они должны действовать по плану. Ночью открыть ворота для Джан Я. Как только он закончил говорить, на его запястье появилось едва заметное свечение. Ночью, в тени сторожевой башни у ворот лагеря, Лисы собрал нескольких сообщников и шепотом раздавал указания. Через полчаса прибудет авангард Джан Я. Он приказал своим людям разобраться с охранниками у ворот, а сам откроет ворота. В глазах Лисы мелькнула жестокость. Он думал, что как только Джан Я войдет, Чень Мо будет мертв. Сообщники кивнули в знак согласия, не зная, что за ними уже наблюдают. Чень Мо и Джаока с элитной охраной затаились за укрытиями по обе стороны ворот. Джаока держал в руках специальный транквилизаторный арбалет.
Стрелы были смазаны мощным снотворным. Чэнь Мо через прибор ночного видения наблюдал за действиями Лисы и его людей. Джаока кивнул, в его глазах мелькнула жестокость. Как только Лисы и его люди приблизились к воротам, транквилизаторные стрелы точно попали в шеи двух сообщников. Они мгновенно упали. Остальные опомнились и попытались сопротивляться, но были обезврежены Джаока с молниеносной скоростью. Всего за 1 минуту все сообщники потеряли способность двигаться. Остался лишь Лисы, застывший на месте. Чэнь Мо вышел из-за укрытия, держа электромагнитный пистолет, нацеленный на грудь Лисы. Чэнь Мо холодно сказал: С того момента, как ты связался с Чжан Я операцией, ты уже был мертвецом. Лисы побледнел, хотел развернуться и убежать, но Джаока одним ударом ноги сбил его с ног. Его руки были связаны за спиной, и Джаока отвел его обратно в лагерь. На далеком холме 2 разведчика Чжан Я наблюдали за воротами лагеря в бинокле. Их лица выражали шок. Один разведчик тихо сказал, что Лисы провалился, и они обсуждали, стоит ли немедленно доложить Чжан Я. Другой разведчик покачал головой, сказав подождать. Он хотел посмотреть, что будет делать Чэнь Мо. Чэнь Мо приказал принести корзину мутировавших плодов. Эти плоды были собраны с тех самых мутировавших растений, но они были необработанными и содержали дикую энергию. Чэнь Мо присел перед Лисы, схватил его за подбородок. Разве ты не хотел перейти на сторону Чжан Я? Я сделаю тебе подарок. Чэнь Мо приказал ему съесть все эти плоды. Возможно, он обретет еще большую силу, чтобы служить Чжан Я. Лисы выразил ужас на лице, отчаянно пытаясь вырваться от страха, но Джаока крепко держал его. Чэнь Мо взял один мутировавший плод. Насильно запихнул Лисы в рот, заставляя его проглотить. Разведчик на холме полностью заснял эту сцену. После того, как Лисы проглотил плод, его тело начало биться в конвульсиях, а кожа засветилась зловещим красным светом. Чэнь Мо посмотрел на холм вдалеке, на его губах появилась холодная усмешка. Он хотел, чтобы Чжан Я увидел, что бывает с теми, кто его предает. На площади лагеря собрались все выжившие. Лисы и несколько других зачинщиков мятежа были привязаны к столбам в центре площади. Тело Лисы было опухшим и красным, он все еще мучительно боролся. Чэнь Мо стоял на возвышении, держа в руке мегафон. Он сказал всем, что Лисы и другие вступили в сговор с внешними врагами, намереваясь предать лагерь. Их преступления непростительны. Чэнь Мо хотел, чтобы все знали, что бывает с теми, кто предает лагерь. Джаока подошел, его длинный клинок сверкнул холодным светом. Под крики толпы Джаока взмахнул клинком. Несколько зачинщиков мятежа были казнены на месте. Кровь окрасила землю. Выжившие дрожали от страха. Те, кто раньше был недоволен, теперь замолчали, как мыши. Громовые действия Чэнь Мо полностью потрясли всех. И положение основного закона Божественного Царства. С сегодняшнего дня лагерь официально переименован в Божественное Царство. Чэнь Мо громко объявил о системе очков вклада. Все, кто трудится или сражается, получают очки вклада. Очки вклада определяют распределение еды и условия проживания. Основной закон Божественного Царства запрещает предательство, запрещает внутренние распри, запрещает причинять вред невинным. Нарушители лишаются всех очков вклада и никогда не будут приняты обратно. На лицах выживших появилось благоговение. Лояльность лагеря мгновенно восстановилась. Системный интерфейс перед Чэнь Мо вернулся в норму. Появилось зеленое всплывающее окно. Поздравляем, хозяин, вы восстановили порядок. Лояльность территории повышена до 85%. Функция управления Божественным Царством наконец-то разморожена, и дополнительно разблокирован модуль защиты территории. Чэнь Мо вздохнул с облегчением. Власть Божественного Царства наконец-то укрепилась. Внезапно из толпы вышла фигура. В черном плаще, в маске на лице. Это была таинственная посланница Линь Вэй. Линь Вэй проигнорировала окружающих охранников и направилась прямо к трибуне. Она передала Чэнь Мо зашифрованный файл. Ее голос был торопливым. Лидер Чэнь, есть срочная информация, которую я должна немедленно вам сообщить. Чэнь Мо открыл зашифрованный файл. Внутри были несколько фотографий и текстовые описания. На фотографиях был интерьер фабрики Общества Возрождения. Сотни модифицированных людей лежали в инкубационных капсулах. Глаза светились красным. Линь Вэй понизила голос. Каждое слово пронзало до глубины души. На фабрике Общества Возрождения сотни модифицированных людей пробуждаются. Они неуязвимы для пуль и клинков, знают только убийство. Их цель – уничтожить всех выживших. Ваше Божественное Царство в смертельной опасности. Лицо Чэнь Мо мгновенно стало очень серьезным. Ветер пустошей, несущий песок, обдувал напряженные лица солдат лагеря Молань. Все внутри ограды сжимали оружие в руках. Дула были направлены на нападавших. Чжан Я сидел на пассажирском сиденье модифицированного внедорожника, высунув голову. За ним следовал черный седан посланника Общества Возрождения. А те несколько модифицированных людей, способных рвать стальные листы, каждым шагом заставляли землю слегка дрожать, безмолвно заявляя об абсолютном превосходстве в силе.
Ченемо, выходи. Сдавайся. Голос Чжан Я разнесся по лагерю через громкоговоритель. Он требовал отдать 80% продовольствия, а также контроль над жизненно важным колодцем. Посланник шагнул вперед, добавив, что это приказ Общества Возрождения. Тот, кто ослушается, станет врагом всего порядка пустошей. В лагере поднялся шум среди солдат. Гневные крики чуть не заглушили слова противника. Появление Чэнь Мо мгновенно успокоило лагерь. Все ждали, когда их лидер отдаст приказ к бою. Но Чэнь Мо остановился в 10 метрах от Чжан Я, прекратив движение. Он огляделся. Увидел истощенных стариков и детей в лагере. И посмотрел на киборгов, угрожающе стоящих за Чжан Я. Медленно опустил голову. Трус. Кто-то крикнул. И это вызвало цепную реакцию. Проклятие солдат. Звон падающего оружия. Сплелись в отчаянную симфонию. Колени Чэнь Мо тяжело ударились о раскаленный песок. Песок разлетелся в стороны, и его спина была прямой. Но в глазах всех это было доказательством подчинения. Чжан Я и посланник переглянулись и улыбнулись. Их глаза были полны презрения. Чэнь Мо поднял голову. На его губах играла едва заметная улыбка. Голос был хриплым. Я согласен на ваши условия. Голос Чэнь Мо был негромким, но отчетливо донесся до каждого. Чжан Я громко рассмеялся. Сказал Чэнь Мо, что если бы он так поступил раньше, то не пришлось бы всем так расстраиваться. Посланник же холодно сказал Чэнь Мо. Надеется, что Чэнь Мо сдержит обещание. Иначе лагерь Мо Лань исчезнет с пустоши, только когда колонна Чжан Я полностью скрылась из виду. Чэнь Мо медленно поднялся. Он отряхнул пыль с колен. Его взгляд скользнул по разгневанным и разочарованным солдатам в лагере, не давая лишних объяснений. Он лишь глухо сказал всем выполнять свои обязанности и действовать по плану. Солдаты, хоть и недовольные, все же подчинились приказу. Никто не знал, что в тот момент, когда Чэнь Мо опустился на колени, система уже запустила скрытую программу определения местоположения. Когда сумка посланника Общества Возрождения пронеслась мимо него, незаметное для глаза устройство слежения уже незаметно прикрепилось к ней. Устройство слежения успешно имплантировано в сумку посланника. Координаты телепортации зафиксированы. Чэнь Мо сжал кулаки. Тщательно спланированная месть только начиналась. На следующее утро Чэнь Мо сам связался с Чжан Я, заявив, что лично доставит извинительные дары в его штаб, чтобы показать свою искренность. Услышав это, Чжан Я без колебаний согласился. По его мнению, этот шаг Чэнь Мо был несомненным доказательством полного подчинения. Солнце светило на деревянные ящики, четко вырисовывая текстуру дерева. Никто и подумать не мог, что в этих, казалось бы, обычных деревянных ящиках были не спасительные припасы. Чэнь Мо, используя уникальную функцию хранения в пространственном рюкзаке системы, устроил идеальную подмену. Сначала он приказал солдатам загрузить припасы в деревянные ящики, создавая видимость полных ящиков с едой. Затем, в незаметном углу, через систему он перенес все припасы из ящиков в пространственный рюкзак. А затем залил в ящики заранее подготовленное высокоэффективное топливо. Это топливо было получено из мутировавших плотоядных растений, и оно не только имело очень низкую температуру воспламенения, а также обладает очень высокой адгезией. В глазах одного солдата читалось недоумение. Действительно ли это сработает, лидер? А если нас обнаружат? Чэнь Мо похлопал его по плечу, сказав солдату, их жадные глаза увидят только зерно и не заметят этих деталей. Его тон был тверд, что придало солдату огромную уверенность. Затем Чэнь Мо лично возглавил колонну, направляясь к главной базе Чжан Я. Главная база Чжан Я была построена на заброшенном заводе с очень плотной обороной. Когда колонна прибыла, постовые немедленно подняли оружие и провели строгий досмотр. Все проверено. Они постучали по деревянным ящикам, услышав глухой звук изнутри. Затем открыли уголок одного из ящиков, увидев, что внутри действительно полно отборного зерна, и ослабили бдительность. Пропустили их. Ченемо, ты все же благоразумен. Чжан Я подошел, похлопал Чэнь Мо по плечу и с гордостью сказал: «Этого зерна хватит моим братьям, чтобы пережить эту зиму». Чэнь Мо притворился скромным и опустил голову. Для меня честь служить лидеру Чжану. Посланник Общества Возрождения стоял в стороне, равнодушно пересчитывая количество ящиков, боясь упустить хоть малейшую часть. Чжан Я не терпелось проверить количество и качество зерна. Он приказал своим людям вскрыть ящики. Все его внимание было приковано к зерну в ящиках, и он совершенно не замечал едва заметных изменений на дне. Прозрачное высокоэффективное топливо медленно просачивалось сквозь щели в ящиках. Чжан Я жадно вскрывал ящики, издавая довольные возгласы при каждом открытии. Он не заметил, как взгляд Чэнь Мо из-под скользнул по топливному складу и складу боеприпасов в лагере, запоминая их расположение. И тем более не заметил, как из-под ящиков медленно просачивалось прозрачное масло. Эти смертоносные жидкости вскоре превратят весь лагерь в огненное море.
В честь победы без боя Джан Я устроил в лагере грандиозный пир. Чэнь Мо, как покорившийся, был посажен на видное место рядом с главным столом. В зале царил шум и гам. Крики солдат и звуки игры «камень-ножницы-бумага» смешивались, наполняя воздух распущенностью и весельем. Джан Я с бокалом в руке постоянно подливал Чэнь Мо, пытаясь полностью унизить своего бывшего противника. Чэнь Мо воспользовался моментом и начал свое представление. Он пил вино стакан за стаканом. То бормоча что-то бессвязное, то льстя Джан Я, изображая трусливого и подхалимского человека во всей красе. Глава Чжан, вы так мудры и могущественны. Чэнь Мо говорил бессвязно. И даже чуть не свалился со стула. Это вызвало волны смеха у Джан Я и его солдат. Под смех толпы Чэнь Мо тайно активировал функцию телепортации системы. Он казался пьяным, лежащим на столе, но на самом деле его сознание было предельно ясным. Его тело, управляемое системой, телепортировалось на склад боеприпасов со скоростью, неразличимой глазу, а затем быстро вернулось в банкетный зал. Чэнь Мо использовал функцию телепортации, чтобы быстро добраться до склада боеприпасов и топливных точек лагеря. Хотя эти места охранялись часовыми, благодаря его искусному маневрированию и помощи системы, часовые ничего не заметили. Он расставил заранее подготовленные детонаторы в ключевых местах. Детонаторы были соединены с высокоэффективным топливом в деревянных ящиках. Стоило их активировать, как мгновенно вспыхнул бы огромный пожар. Чэнь Эмо, ты думаешь, что, притворившись пьяным, сможешь избежать этого? Голос Джан Я был полон злобы. По его мнению, Чэнь Мо был всего лишь брошенной собакой Божественного Царства. Теперь он вилял хвостом, чтобы примкнуть к нему Джан Я. Услышав это, солдаты разразились смехом. В их смехе было полно презрения. Посланник Общества Возрождения тоже подливал масло в огонь, говоря, что такой человек, как Чэнь Мо, бесполезен, и лучше его убить в назидании другим. Чэнь Мо не стал возражать, лишь слегка оттолкнул руку Джан Я. Он поправил помятый воротник, взял со стола бокал, наполнил его вином. Затем поднял бокал и, обращаясь в пустоту, медленно произнес так, чтобы слышать только самому. Представление начинается. Он снова притворился пьяным, откинувшись на стуле. Джан Я насмехался над Чэнь Мо, называя его псом Божественного Царства, не зная, что сам уже попал в ловушку Чэнь Мо. Разрушительный шторм вот-вот обрушится этой, казалось бы, спокойной ночью на весь лагерь. Шум праздничного пира продолжался. Чэнь Мо, воспользовавшись моментом, когда никто не смотрел, активировал функцию телепортации системы. Его тело превратилось в бледно-голубую световую тень, мгновенно исчезнув, оставив лишь пустое кресло. Когда Джан Я обнаружил исчезновение Чэнь Мо, он подумал, что тот испугался и сбежал. Презрительно усмехнулся, совершенно не осознавая приближающейся опасности. Чэнь Мо успешно телепортировался, выбравшись из логова врага. Стоя на холме, он смотрел на освещенный лагерь внизу. Глубоко вздохнув, с решительным взглядом, он медленно нажал на детонатор. С легким щелчком детонатор в лагере был успешно активирован. Индикатор сменил цвет с зеленого на красный. Обратный отсчет начался. В одно мгновение лагерь Джан Я превратился в огненное море. Высокоэффективное топливо, просочившееся из деревянных ящиков, при контакте с открытым огнем вызвало невероятный взрыв. Пламя с огромной температурой быстро распространилось по всему лагерю. Мутировавшее масло с сильной адгезией крепко прилипло к строениям и оборудованию, не давая потушить огонь. Крики солдат и грохот рушащихся зданий разносились по ночному небу. Посланник Общества Возрождения никогда не думал, что его ждет такой конец. Он оказался в огненном аду, пытаясь сбежать, но горящие балки преградили ему путь. Пламя обжигало его кожу, и боль заставила его издавать душераздирающие крики. Он смотрел на ад перед собой, его глаза были полны страха и раскаяния. Но сейчас сожалеть было слишком поздно. Стальная крепость Джан Я, которой он так гордился, была беспомощна перед пламенем высокоэффективного топлива. Стальная обшивка раскалилась до красна, затем медленно размягчилась и рухнула. Транспортные средства и оружие в лагере превратились в груду металлолома в огне. Некогда неприступный лагерь теперь превратился в пылающие руины. Это было похоже на битву при красных скалах в пустоши. Ужасное зрелище. В огне произошло нечто еще более ужасное. Те полуфабрикаты-киборги, которыми гордился Джан Я, из-за того, что их внутренние системы управления не выдержали высокой температуры, полностью вышли из строя. Киборги, вышедшие из-под контроля, мгновенно превратились в бешеных зверей, начав беспорядочную резню всего вокруг. Их целью были уже не враги, а все без разбора, включая солдат Джан Я. Чэнь Мо стоял на холме, равнодушно глядя на ад внизу. Полуфабрикаты-мутанты в огне, из-за отказа системы контроля температуры, начали беспорядочно убивать солдат Джан Я. Крики боли, звуки битвы, треск горящего пламени сплелись в смертельную симфонию. Силы Джан Я шаг за шагом шли к гибели в этом пожаре. Лагерь превратился в огненное море, солдаты были безумно истреблены мутантами. Джан Я стоял в центре пожара. Вокруг него руины и обугленные тела. Джан Я в муках опустился на колени, яростно ударяя кулаками по камням.
Он ненавидел хитрость Чэнь Мо, ненавидел свою жадность и больше всего свой провал. Движимый отчаянием, он принял безумное решение. Он побежал в лабораторию, где хранились эволюционные зелья. Лаборатория была в руинах. Чжан Я отчаянно искал среди опрокинутых холодильников. Он нашел то самое незаконченное эволюционное зелье. В этот момент у Чжан Я не было пути назад. Он считал это зелье своей последней ставкой. В момент введения зелья в тело Чжан Я издал мучительный рев. Его тело непрерывно росло, кожа стала темно-фиолетовой, руки стали невероятно толстыми. Ногти были остры, как лезвия. Черты лица исказились. Он полностью утратил человеческий облик. Он стоял высоко над морем огня, разинув свою кровавую пасть в ночное небо. Модифицированные люди и солдаты смотрели на Чжан Я. Мутировавший Чжан Я смотрел сверху на модифицированных людей и солдат под ним. Взгляд его был жесток. Глаза солдат были полны страха. Чжан Я одним ударом расплющил заброшенный автомобиль. Солдаты покорно опустили головы. Они знали, что пути назад нет. Чжан Я взмахнул рукой, указывая на север. Там находился лагерь Молань. Либо победа, либо смерть в бою. Чжан Я с остатками модифицированных людей двинулся на лагерь Молань. Мутировавший, он мчался впереди всех. За ним следовала огромная армия. Их глаза горели огнем мести и были полны решимости умереть. На дозорной вышке лагеря Молань солдат заметил темные силуэты вдалеке. Тревога! Тревога! Обнаружено приближение большого количества врагов. Сирена мгновенно нарушила спокойствие лагеря Молань. Атмосфера в лагере мгновенно накалилась. Солдаты начали заряжать оружие. Чэнь Эмо появился на вершине самой высокой оборонительной стены. Он смотрел на огромные темные силуэты, мчащиеся по горизонту. Это был мутировавший Чжан Я. Объявить первый уровень боевой готовности. Всем занять боевые позиции. Приготовиться к встрече с врагом. Решающая битва за выживание лагеря Молань вот-вот начнется. Огромные темные силуэты на горизонте постепенно приближались. После мутации тело Чжан Я стало похоже на движущуюся гору. За ним следовали остатки модифицированных людей и солдат. Огромную тяжелую баллисту гусеничная машина втаскивала на позиции. Баллиста с грохотом выстрелила. Гигантский болт разорвался на поверхности стены. Осколки камня разлетелись, как дров. В воздухе пустоши мгновенно запахло пороховым дымом войны. Жао стоял на стене с длинным сплавным мечом в руках. Все держат позиции. Щитоносцы, вперед. Копейщики, на замену. Сплавные щиты сомкнулись, словно стальная стена. Стальные руки модифицированных людей взметнулись высоко и обрушились вниз. Солдаты за щитами стиснули зубы, изо всех сил упираясь в рукояти щитов. Линь Юй с отрядом ополченцев маневрировал, пробираясь по оврагам на окраине лагеря. Она укрылась за грудой камней, и ее арбалетный болт мгновенно нацелился на склад боеприпасов врага. В тылу лагеря Чжан Я внезапно взорвался огромный огненный шар. Густой дым поднялся столбом. Атака Чжан Я мгновенно пришла в замешательство. Баллиста начала перезарядку. Огромный сплавный наконечник был направлен прямо на... Тяжелая баллиста Общества Возрождения обладала чудовищной мощью. Всего за полчаса в стене образовалось несколько проломов. Чжан Я приказал модифицированным людям сосредоточить силы на проломах. Огромный модифицированный человек одним ударом разбил щит. Солдаты бросились в окружение модифицированного. Удары клинков не возымели никакого эффекта. Чэнь Мо стоял на командной вышке, наблюдая за ожесточенным боем внизу. Чжака, держи прорыв любой ценой. Пока я не активирую навык. Не волнуйся. Пока я здесь, линия обороны не падет. Лагерь Молань был как остров, окруженный черным приливом. Чэнь Мо сосредоточился на опции вмешательства в окружающую среду. Шао лично бросился к прорыву. Его клинок из сплава сталкивался с металлическими суставами, сыпались искры. Кровь войны окрасила землю под ногами. Чэнь Мо стоял на краю башни, больше не колеблясь. Активация вмешательства в окружающую среду. Потребление 100 тысяч очков выживания. Подтвердить. Подтвердить. Песчаная буря, которая изменит ход битвы, незаметно назревала. Опоры тяжелых арбалетов скрипели под порывами ветра. Чэнь Мо стоял на вершине башни, раскинув руки. Это гнев Божественного Царства, это конец света. Сверхпредельное вмешательство активировано. Настоящий ад только начинается. Огромное количество очков выживания быстро расходовалось. Чэнь Мо ясно чувствовал энергетические колебания, исходящие от системы. Над лагерем Молань изначально темное небо начало багроветь. Ураганный ветер поднимал красные пески с земли.
Остатки войск Жан Я заметили неладное, темп их наступления заметно замедлился. Пыльная буря. Старт. Как только Чэнь Мо произнес эти слова, красный песок, словно оживший, нахлынул на поле боя. Солдаты Джан Я ослепли от песка. Они остановились, беспорядочно размахивая оружием, погрузились в хаос. Модифицированные люди Джан Я обладали грубой силой, способны рвать сталь, но крайне зависели от зрения и звуковой локации. Их системы наведения были полностью выведены из строя песчаной бурей. Они метались в буре, как слепые мухи. Один из модифицированных людей по ошибке принял солдата противника рядом с собой за врага и атаковал его. Кровь, смешанная с красным песком, окрасила землю. Песчаная буря стала лучшим прикрытием для лагеря Молань. Жаока воспользовался моментом, чтобы приказать солдатам отступить в лагерь. И закрыл защитные ворота. Солдаты, наконец, получили передышку. Линь Юй также вернулась в лагерь с отрядом ополченцев. Брат Чэнь, этот ход просто гениален. Хотя все были покрыты песком, на их лицах сияли победные улыбки. Чэнь Эмо, я убью тебя. Жан Я издал яростный рев в песчаной буре. Хотя после мутации его способности усилились, он не мог пробиться сквозь плотную песчаную завесу. Его сердце переполняла ярость. Тяжелая баллиста мгновенно превратилась в груду металлолома под его ударами. Система обновила предупреждение. Концентрация полевой бури достигла нормы. Ожидаемая продолжительность — 2 часа. Рекомендуется воспользоваться моментом для контратаки. Чэнь Мо кивнул и сказал в коммуникатор. Чжаока, Линь Юй, готовьтесь к контратаке. Понял. Сейчас же пойдем за головой Джан Я. Жаока повел отряд, оснащенный инфракрасными приборами ночного видения. Окружить с флангов. Линь Юй, направляй. Отмечай позиции врага. Модифицированные солдаты Джан Я полностью потерялись в песчаной буре, даже не подозревая, что тень смерти уже незаметно нависла над ними. Жаока с отрядом проникли в бурю. Инфракрасные приборы ночного видения позволяли им четко видеть позиции врага в песчаной буре. Начиналась односторонняя охота. Через инфракрасные приборы враги в буре выглядели как красные силуэты. Будь то обычные солдаты или модифицированные, все были четко видны, им негде было спрятаться. Жаока сделал жест, призывающий к тишине. Весь отряд был оснащен инфракрасными приборами, полученными из системы. Песчаная буря перестала быть для них препятствием. Члены отряда немедленно замедлили шаг. Бесшумная винтовка Жаока нацелилась на вражеского солдата, беспорядочно метавшегося в буре. Пуля пронзила голову солдата. Кровь брызнула, но тут же была скрыта песком. Вражеский солдат упал замертво, не издав даже крика. Отряд Жаока, словно призраки, перемещался в песчаной буре. Каждый выстрел точно попадал в уязвимое место врагов. Без лишних движений. Они никогда не задерживались, уничтожив цель, сразу меняли позицию. Уничтожив цель, сразу меняли позицию. Весь процесс был пугающе тихим. Модифицированные солдаты заметили, что их товарищи становятся все меньше и стали еще более безумными. Но их острый слух уловил что-то необычное. Один модифицированный солдат услышал едва различимые шаги и тут же рванул в сторону звука. Отряд Жаока, увидев это, немедленно рассредоточился. Отряд использовал местность, чтобы заманить мутантов. Затем они атаковали с фланга, нанося удары по слабым суставам. Один мутант, тяжело раненый в грудь, упал на колени. Устройство самоуничтожения на его груди начало мигать красным. Плохо, он взорвется. Мощность самоуничтожения мутанта огромна. Достаточно, чтобы превратить все в радиусе 10 метров в пепел. Чжаока, отойди, это моя забота. Жаока немедленно увел членов отряда назад. Чэнь Мо стоял на командной вышке, быстро управляя системным интерфейсом. Он активировал функцию пространственной телепортации системы. Затем он зафиксировался на мутанте, который вот-вот взорвется. Чэнь Мо глубоким голосом отдал приказ, и система мгновенно запустила телепортацию. Мутант, который должен был взорваться, мгновенно исчез, оставив лишь слабое голубое свечение. Рядом с командной машиной Джан Я внезапно появилась фигура мутанта. Командная машина мгновенно перевернулась от ударной волны взрыва. Несколько офицеров в командной машине погибли на месте. Джан Я находился на некотором расстоянии от командной машины. Ему чудом удалось избежать гибели, но его отбросило ударной волной. Большая часть кожи была обожжена. Чэнь Эмо, это невозможно. Вспышка взрыва была особенно заметна в песчаной буре. Мораль остатков сил Джан Я мгновенно упала до нуля. Чжаока, продолжай наступление. Я буду оказывать поддержку сзади. Охота в песчаной буре продолжалась. Интенсивность пыльной бури постепенно ослабевала. Но видимость в этом мертвенном центре все еще была поразительно низкой. Джан Я стоял на руинах, рядом с ним оставалось лишь несколько элитных мутантов. Он знал, что оказался в безвыходной ситуации. Чтобы переломить ход событий, он должен убить Чэнь Мо.
Полагаясь на свои обостренные после мутации чувства, он приготовился к последней атаке. На вершине руин холодная фигура с длинным клинком смотрела вниз на монстра. Джаока спрыгнул с высоты, приземлившись в 10 метрах прямо перед Джан Яо. Джан Яо, твой конец настал. Джан Яо издал нечеловеческий рев. Мутировавший Джан Яо излучал удушающее давление. Его остатки также были готовы к последнему бою. Огромная стальная рука пронеслась по воздуху. Джаока легко увернулся, сделав сальто назад. Обойдя сзади, он ударил клинком по шейному суставу. Защита модифицированного человека удивила Джаока. Джаока отступил на несколько метров, опираясь одной рукой на землю, его взгляд оставался спокойным. Джаока достал секретное оружие, данное ему Чэнь Мо. Это был электромагнитный импульс, специально разработанный для нервной системы модифицированных людей. Джан Яо посмотрел на маленькую мигающую синим светом штуковину, и в его сердце поднялся первобытный страх. Джаока крепко держал устройство в ливне красного песка. Его большой палец сильно нажал на кнопку запуска. Кольцевой синий импульсный луч мгновенно пронесся на 10 метров вокруг. Модифицированные люди мгновенно застыли на месте, как обесточенные марионетки. Джан Яо остолбенел, видя, как его гордая армия мгновенно превратилась в груду металлолома. Он в ярости бросился на Джаока. Две фигуры быстро двигались среди руин. Джаока ждал этой смертельной бреши. Сейчас. Джаока воспользовался моментом, направив всю свою оставшуюся силу в уязвимое место противника. Синие электрические дуги мгновенно вспыхнули, а огромные мутировавшие мышцы Джан Яо начали сильно сокращаться и дергаться от электрических разрядов. Джаока обеими руками вонзил стальную трубу в рану на затылке Джан Яо. Бывший тиран наконец-то достиг своего конца. Джаока вложил свой клинок обратно в ножны. Все угрозы вокруг лагеря Мо Лань в этот момент полностью исчезли со смертью Джан Яо. На горизонте, вдалеке, первый луч рассвета пробился сквозь красную пыль. Силы Джан Яо были полностью уничтожены. Солдаты зачищали поле боя, собирая припасы и оружие. Чэнь Мо смотрел на поле боя, но не чувствовал ни малейшего расслабления. «Лидер, мы нашли запертый вражеский грузовик с припасами». Кажется, внутри кто-то есть. Услышав это, Чэнь Мо немедленно подошел к грузовику. После того, как дверь была взломана, внутри обнаружилась группа свернувшихся калачиком ученых. Они были в поношенных белых халатах и выглядели крайне истощенными. Седовласый старик вышел из толпы. Увидев Чэнь Мо, его глаза наполнились шоком и волнением. Кто вы? Мы ученые из города знаний. Город знаний был одним из немногих святилищ знаний в пустоши, где собиралось множество ученых и исследователей. Чэнь Мо не ожидал, что сможет встретить их здесь. Старик достал из-за пазухи зашифрованную флешку и протянул ее Чэнь Мо, тяжелым голосом сообщив Чэнь Мо, что это ключевые данные исследования, стоящего за опустыниванием. Старик сказал, что опустынивание пустоши не является природным явлением, а вызвано искусственно. Кто-то тайно осуществляет ужасный план. Они получили часть данных, но из-за этого их преследовали. Чэнь Мо взял флешку. Содержимое этой флешки может изменить судьбу всей пустоши. Чэнь Мо хотел расспросить о деталях, но старик вдруг схватил его за руку. Ты — живая резервная копия. Сердце Чэнь Мо дрогнуло. Слово «живая резервная копия» он видел только в скрытых данных системы. Старик сказал, что в секретных архивах города знаний он видел досье Чэнь Мо. Он — последняя надежда человеческой цивилизации, но план очистки уже невозможно остановить. Какой план очистки? Старик покачал головой. Он сам не знал всех подробностей, только то, что цель плана уничтожить непригодных людей и создать так называемую новую цивилизацию. Силы инициаторов очень могущественны, мы просто не можем им противостоять. Чэнь Мо почувствовал сильное предчувствие опасности. Он знал, что ему предстоит столкнуться с врагом в 100 раз страшнее Джан Яо. Он немедленно отвел ученых в лагерь и разместил их там, усилил охрану лагеря и активировал высший уровень доступа системы, чтобы проанализировать данные на этой флешке. Битва за выживание человеческой цивилизации вот-вот начнется. После победы над Джан Яо лагерь Мо Лань впервые значительно расширился. Я буду хорошо относиться к тем, кто сдастся. Если сложите оружие и будете соблюдать правила лагеря, то получите свое место. Большинство сдавшихся были обычными бродягами, которых Джан Яо заставил воевать. Узнав, что они получат безопасное жилье и еду, они охотно сдали оружие. По мере того, как все больше людей присоединялось к лагерю Мо Лань, население лагеря официально превысило 200 человек. Производительность и боеспособность лагеря значительно возросли. Чэнь Мо стоял на командной вышке, его взгляд был полон решимости. Защита надежды этих 200 с лишним человек была его важнейшей миссией. Чэнь Мо запустил план строительства второго оборонительного рубежа. Он повел людей рыть 3-метровый ров в километре от существующей стены. Дно рва было усеяно шипами. С внутренней стороны рва возвели 2-метровую стену из армированного бетона. В стене были предусмотрены бойницы и наблюдательные пункты.
Весь оборонительный рубеж, словно гигантская змея, надежно защищал лагерь Молань в центре. Чэнь Мо обменял в системе чертежи ремонта старых оборонительных башен. Он организовал бродяг, разбирающихся в механике и инженерии, и, используя детали, захваченные в лагере Чжанья, отремонтировал 4 старые оборонительные башни вокруг лагеря. Планировалось установить на вершинах башен крупнокалиберные пулеметы и прожекторы. Лагерь предоставил новым членам жилье и пайки, а также распределил работу в соответствии с их навыками. Физически крепкие участвовали в строительстве оборонительных сооружений. Умельцы работали в мастерских, изготавливая инструменты. Те, кто разбирался в земледелии, занимались фермой. Новые члены почувствовали давно забытое тепло и активно включились в строительство лагеря. В лагере царила оживленная атмосфера. Чэнь Мо уже установил по всему лагерю миниатюрные камеры наблюдения, полученные из системы. Как только он просматривал записи с камер, система внезапно подала сигнал тревоги. Внимание! Обнаружен один член армии очищения. На кадрах новый член в незаметном углу закатал рукав, показав на руке странную татуировку в виде звезды. Это был символ армии очищения, от которого веяло чем-то зловещим. Чэнь Мо не отдал приказ о немедленном аресте. Он сказал в коммуникатор: Внимательно следите за этим новым членом с татуировкой звезды на руке. Не спугните его. скрытая угроза уже проникла под кажущееся спокойствие лагеря Молань. Назревал кризис. Расширение лагеря означало огромное потребление энергии. Чэнь Мо после долгих раздумий решил обменять в магазине системы солнечную электростанцию. Он потратил огромное количество накопленных очков выживания, обменяв не только основной блок электростанции, но и купив модули для модернизации, чтобы адаптировать ее к условиям пустоши. Теперь она могла работать даже в песчаной буре. Работы по установке солнечной электростанции шли планомерно. Огромные солнечные панели, развернувшись, занимали десятки квадратных метров. Техники, следуя чертежам Чэнь Мо, подключали проводы и настраивали оборудование. На лицах каждого читалось предвкушение. Они знали, что появление электричества полностью изменит их жизнь. Запуск. В тот момент, когда Чэнь Мо нажал кнопку, в фермерском доме загорелись огни. Теплый белый свет рассеял тьму постапокалиптического мира. 5 лет после конца света эта земля снова осветилась. Люди, работавшие на ферме, остановили свою работу. Глядя на свет перед собой, их глаза наполнились давно забытыми слезами. Огни лагеря Молань ярко выделялись в ночи, словно маяк во тьме, освещая окружающее ночное небо. В лагере Молань есть электричество. Эта новость разлетелась, словно на крыльях, быстро распространившись на десятки километров вокруг. Для кочевников, живущих во тьме и отчаянии, свет электричества был чудом. Они поспешно собирали свои пожитки и спешили в лагерь, где произошло чудо, желая избавиться от скитальческой жизни. Всего за 3 дня более сотни кочевников собрались у лагеря Молань. Чэнь Мо приказал открыть временный пункт размещения, предоставив кочевникам базовую еду и воду, и организовал строгую проверку солдатами, оставив большинство подходящих кочевников и отправив меньшинство неподходящих. Появление электричества полностью изменило лагерь Молань. Ночью лагерь больше не был погружен во тьму. Электрические инструменты в мастерских заменили ручной труд, значительно повысив эффективность производства. Простое медицинское оборудование в медпункте работало от электричества, позволяя лучше лечить раненых. На лицах детей тоже появились счастливые улыбки. Электрическое чудо лагеря привлекло множество кочевников. Но даже в теплом свете всегда таится холодок. За пределами ярко освещенного лагеря, в темноте, бесчисленные жадные глаза выжидали своего часа. Чэнь Мо ясно понимал: электричество приносит не только прогресс цивилизации, но и еще более смертельную опасность. Обнаружено приближение крупномасштабной высокоэнергетической реакции. Стабильное электроснабжение дало надежду ученым из города знаний. Используя предоставленные Чэнь Мо помещения и оборудование, они восстановили часть функций лаборатории. Когда приборы снова заработали, ученые были вне себя от радости. Наконец-то они могли продолжить борьбу с планом очищения. С резким ростом населения лагеря существующие колодцы уже не могли удовлетворить потребности всех в воде. Добыча воды становилась все труднее. Сулань испробовала множество методов для оптимизации системы водоснабжения, но так и не смогла решить основную проблему. Приходилось нормировать подачу воды. Узнав о проблемах с системой водоснабжения, предложить помощь в оптимизации Сулана. Они проанализировали недостатки существующей системы и предложили двойное решение – сбор дождевой воды плюс очистка сточных вод. Ученые также разработали высокоэффективные фильтрующие устройства, способные очищать сточные и дождевые воды до питьевой пресной воды. Работы по модернизации быстро начались. По периметру лагеря были возведены огромные навесы для сбора дождевой воды. Крыши были покрыты специальным водонепроницаемым материалом. Дождевая вода по трубам поступала в резервуар. Внутри лагеря было установлено несколько фильтров для чистки сточных вод.
Они централизованно обрабатывали бытовые стоки лагеря. Сулань и ученые днем и ночью дежурили на стройплощадке, оперативно решая возникающие проблемы. После полумесяца усилий система водоснабжения была модернизирована. Очищенная пресная вода не только соответствовала стандартам качества, но и значительно увеличился ее объем. Лагерь Молань наконец-то перестал зависеть только от колодезной воды. Солдатам и беженцам больше не нужно было беспокоиться о воде. Они могли в любое время пользоваться чистой пресной водой. Качество жизни в лагере значительно улучшилось. Во время планового обслуживания Сулань обнаружила что-то странное в фильтре. Это были крошечные микроскопические споры с явным металлическим блеском. При прикосновении пальцем они издавали легкий металлический звон. Сулань никогда не видела таких спор. В ее сердце зародилось зловещее предчувствие. Она немедленно собрала их и отправила в лабораторию ученых для анализа. После изучения под микроскопом ученые обнаружили, что эти споры не были природного происхождения. Они больше походили на какие-то искусственные микромеханизмы. Откуда они взялись? Какова цель их проникновения в систему водоснабжения? Ряд вопросов возник в умах всех присутствующих. Начал распространяться необъяснимый страх. Резкий рост населения создал огромные проблемы для управления лагерем. Два беженца из-за пачки прессованного печенья начали спорить друг с другом. Проблемы с безопасностью постепенно обострялись, влияя на стабильность лагеря. Чэнь Мо стоял на террасе второго этажа, обозревая хаос внизу, с мрачным выражением лица. В смутные времена нужны суровые меры. Порядок требовал переосмысления. Чэнь Мо первым делом ввел более строгую систему проверки при входе в лагерь. Те, кто имел при себе оружие или неизвестные опасные предметы, были категорически запрещены к входу в лагерь. Прошедшие проверку бродяги отправлялись в зону дезинфекции. Эта система эффективно предотвратила потенциальные угрозы и обеспечила абсолютную безопасность лагеря. В центре лагерной площади толпа собралась у доски объявлений. Чэнь Мо лично вывешивал физическое объявление. Новая система четко определяла, что за каждый труд можно получить очки вклада, включая работу в мастерских, обработку полей, участие в патрулировании и даже погашение части незначительных наказаний. Чтобы жить лучше, нужно было трудиться. Ситуация с безопасностью в лагере заметно улучшилась. Управление лагерем Молань вступило в стадию стандартизации. Улицы стали чистыми и упорядоченными. Распределение ресурсов было справедливым и разумным. Чувство принадлежности членов и сплоченность постоянно росли. Это место превращалось в упорядоченный маленький цивилизованный город-государства. Линь Вэй наблюдала за всем этим, испытывая одновременно облегчение и беспокойство. Она смотрела на Чэнь Мо сложным взглядом. Ее взгляд обратился к тонкой дымке вдалеке. Выражение лица становилось все более серьезным. Она подошла к Чэнь Мо. Ее тень сильно вытянулась на закате. Чэнь Мо, здешние правила идеальны. Но не забывай, свет цивилизации часто первым привлекает мотыльков, летящих на огонь. Зрачки Чэнь Мо сузились, он посмотрел на южное небо. Он знал, что Линь Вэй говорит правду. Чем быстрее развивается лагерь Молань, тем больше угроз он привлекает. Чэнь Мо молча сжал кулаки, глядя на мерцающие данные на панели системы, погрузившись в раздумье. Наступила ночь. Прожектор в конце улицы резко повернулся, прорезая темноту. Чэнь Мо посмотрел на небо. В глубине облаков мелькнула красная молния. Лагерь Молань сиял в пустоши. Надеюсь, ты готов встретить мотыльков. На краю горизонта приближается новая опасность. В честь стабильной работы энергосистемы Чэнь Мо устроил ночь электричества. Лагерь был украшен огнями. Все отложили свои дела. Члены пели, танцевали, наслаждаясь этим с трудом добытым счастливым временем. В этот момент все забыли о жестокости пустоши. Вот как должна выглядеть жизнь. Обнаружена крупномасштабная высокоэнергетическая реакция. Быстро приближается. Свет сильно замерцал. Сулань с тревогой посмотрела на Чэнь Мо. Всем немедленно прекратить празднование. Занять боевые позиции. Лагерь погрузился в мгновенную тишину. Затем толпа в панике бросилась к оружейной. На южном горизонте сотни светящихся синих крестов медленно двигались. Что? Что это такое? Синее свечение постепенно накрыло ночное небо. Один крест появился перед камерой. Идентификация цели. Инквизиция армии очищения. Чэнь Мо наконец понял, откуда взялись те шпионы с татуировками в виде крестов. Армия очищения была истинным виновником плана очищения. А Инквизиция была их острым клинком для уничтожения.
непригодных людей по мере приближения врага. Магнитное поле вокруг лагеря становилось все сильнее. Стеклянный корпус под воздействием сильного магнитного поля покрылся паутиной трещин. Электрические лампы в лагере начали гаснуть. Последний луч надежды был полностью погашен. Чэнь Мо взглянул на порезанный, кровоточащий палец. Внезапно радиоприемник издал пронзительный вой. Обнаружен несанкционированный очаг цивилизации. Еретик, прими суд. Жаока стоял в проломе, сжимая длинный клинок. Все знали, что надвигается катастрофа. Чэнь Мо вскочил на вершину оборонительной стены. Длинный клинок выскользнул из ножен, вспыхнув холодным синим светом. У подножия стен прибыла армия Инквизиции, полумесяцем окружив лагерь. Лагерю Молань некуда отступать. Режим выживания. Запущена абсолютная защита. Братья, враг у ворот. Сражайтесь за наш дом. Обратный отсчет до войны. 3, 2. Серебряные крестообразные колонны армии очищения, словно движущиеся крепости, окружили лагерь. Холодный свет мерцал в ночи. На восточном горизонте тяжелые мехи Общества Возрождения приближались, поднимая пыль. Лагерь Молань оказался в двойном окружении армии очищения и Общества Возрождения. Пути наверх нет. И вниз тоже. Огонь. Тяжелые мехи Общества Возрождения первыми начали атаку. Кассетные бомбы, словно дождь, обрушились на оборонительные стены лагеря Молань. Взрывы следовали один за другим. Дым поднимался до небес. Амбразуры в стенах были разрушены. Наблюдательные вышки рухнули. Первый оборонительный рубеж за 10 минут оказался на грани краха. Держите прорыв. Не дайте им пройти. Жао кричал, нажимая на курок. Солдаты отчаянно сопротивлялись. Ракетчики целились в мехи и стреляли, их удары оставляли лишь мелкие царапины. Мехи Общества Возрождения неуклонно продвигались. А армия очищения следовала за мехами, пытаясь прорваться в лагерь через брешь. Система Чэнь Мо внезапно выдала красное предупреждение об истощении энергии. Запас энергии на экране стремительно падал. Солнечная электростанция была поражена кассетными бомбами. Подача электричества полностью прекратилась. Тяжелые пулеметы на оборонительных башнях также вышли из строя из-за отключения питания. Оборона лагеря Молань стала как тигр без зубов. Бреши в стенах становились все шире. Мехи Общества Возрождения уже приблизились к краю лагеря. Паника распространялась по лагерю. Беженцы разбегались во все стороны. Линии обороны солдат постепенно ослабевали. Сулань и персонал медпункта срочно оказывали помощь раненым. Отчаяние окутало весь лагерь Молань. Все, слушайте мой приказ. Оставить наземную оборону. Чэнь Мо крикнул в рацию. Его голос разнесся по лагерю. Все посмотрели на Чэнь Мо. В их глазах было полно недоумения. Жаока закричал в рацию. Если оставим землю, все кончено. Это не конец. Это новое начало. В тот момент, когда рухнула стена, Чэнь Мо приказал всем прыгать в бездонный сухой колодец. Все собирайтесь у сухого колодца на ферме. Прыгайте. Солдаты и беженцы, хоть и полные сомнений, все же побежали к сухому колодцу. Тот сухой колодец стал единственным путем к спасению для всех. Всем перегруппироваться на месте, готовиться к контратаке. Пространство на дне сухого колодца было тесным. Выжившие плотно прижались друг к другу. Дыхание и сердцебиение сливались воедино. Сверху доносились крики и шаги врагов. Кто-то выстрелил в дно колодца. Пули со свистом летели вниз. Ударяясь о камни, высекали искры. Чэнь Мо приказал солдатам использовать деревянные доски, которые они несли с собой, чтобы построить простое укрытие, временно блокируя пули, давая всем передышку. Чэнь Мо, возможно, я смогу найти выход. Голос Линь Вэй нарушил тишину. Она была одним из лучших технических специалистов города знаний. Линь Вэй достала свой декодер, подключила его к системному терминалу Чэнь Мо, пытаясь получить доступ к базовому протоколу системы. Доктор Су Минь-Юань наверняка оставил неизвестные секреты. Пальцы Линь Вэй быстро порхали по клавиатуре. Строки кода прокручивались на экране. Она взломала 3 уровня защиты системы. И, наконец, нашла зашифрованную скрытую папку. Идентификатор папки был именем доктора Су Минь-Юаня. Содержимое этой папки, вероятно, было их спасительной соломинкой. Пароль. День рождения моего отца. Линь Вэй ввела пароль. Скрытая папка мгновенно открылась. В папке была только одна программа управления под названием «Подземная артерия». На экране отображалась эта программа, контролирует подземную транспортную сеть. А вход прямо на дне этого сухого колодца.
Эта программа требовала пароль второго уровня доступа. Линь Вэй нахмурилась. Она быстро просмотрела секретные материалы, принесенные из города знаний. Сопоставив их с информацией, предоставленной Сулань о зацепках по исследованиям доктора Су Миньюаня, она предположила, что пароль может быть связан с энергетическим кодом старой цивилизации. Линь Вэй глубоко вздохнула. Введя сложную комбинацию цифр и букв, она нажала кнопку подтверждения. В тот же миг, как пароль был введен верно, с дна колодца донесся тяжелый скрежет механизмов. Вся шахта задрожала. Все поспешно схватились за ближайшие камни. Из открывшегося прохода хлынул ледяной воздух. Каменное дно медленно раздвинулось, открывая зияющую черную дыру. Огромный промышленный лифт медленно поднялся. Свет прожекторов осветил дно колодца и надежду в глазах каждого. Чэнь Мо первым вступил на лифт. Обращаясь ко всем, он сказал: Всем по порядку заходить на лифт. Мы спустимся под землю в поисках пути к спасению. Промышленный лифт, нагруженный всеми выжившими, медленно опускался вглубь земли. Все крепко держались за поручни. Скорость спуска лифта нарастала. Вскоре они достигли дна. Двери лифта медленно открылись. Свет прожекторов выхватил из темноты бесконечный автоматизированный логистический туннель. Выйдя из лифта, все были поражены увиденным. Бесконечные туннели пересекались, словно подземные артерии. Большинство этих рельсов все еще работали. Энергетический центр. Возможно, это ключ к выходу отсюда. Чэнь Мо подошел к пульту управления энергоцентром и подключил свой системный терминал к консоли. Чэнь Мо использовал свои высшие полномочия, чтобы принудительно вывести энергоцентр из спящего режима. Энергоцентр издал низкий гул. Индикаторы по обе стороны туннеля загорелись синим светом. Синий свет тянулся по туннелю, словно синий гигантский дракон. Дисплеи рядом с рельсами снова загорелись, показывая карту маршрутов туннелей. Весь подземный туннель мгновенно ожил. На дальних рельсах давно заброшенный логистический поезд издал шипящий звук. С восстановлением энергии электромагнитный поезд на рельсах медленно пробудился. Металлический корпус поезда был покрыт пылью и ржавчиной. Прожектор на головном вагоне ярко сиял, освещая туннель впереди. Поезд издал легкую вибрацию, словно ожидая команды к отправлению. В тот момент, когда они увидели поезд, один старик заплакал от радости. Они пережили наземные обстрелы и отчаяние, и теперь наконец нашли временное убежище. Взрослые праздновали удачу выживших после войны, наслаждаясь этим даром старой цивилизации. Дети же весело бегали вдоль рельсов, временно забыв о жестокости пустошей. Как раз когда все думали, что они в безопасности, из скал на потолке туннеля доносился интенсивный звук бурения, словно предвестник смерти. Обломки камней непрерывно падали сверху, издавая звонкий стук при ударе о землю. Лицо Чэнь Мо мгновенно стало серьезным. Экскаваторы объединенной армии приближались к их позиции. По вагонам. Быстрее. После короткого затишья снова наступил новый кризис. Все, быстрее в вагоны. Звук бурения становился все ближе. А трещины на потолке туннеля все шире. Выжившие ускорили шаг. Жаока с несколькими солдатами устроили временную оборону у входа в туннель. Они установили взрывчатку на скалах, готовясь взорвать ее при прорыве врага, чтобы выиграть время для посадки. На головном вагоне этого грузового поезда была выгравирована надпись «Стрела Старого Мира». Стрела Старого Мира. С сегодняшнего дня этот поезд будет называться Эмо-Лань. Он понесет нашу надежду в новое будущее. Имя Мо-Лань несло в себе надежды всех. Это был их единственный способ выжить. Система движения поезда неисправна, запуск невозможен. Чэнь Мо вошел в кабину машиниста, подключив свой системный терминал к системе движения. Всю оставшуюся энергию на это. Он израсходовал всю свою оставшуюся системную энергию, чтобы отремонтировать систему движения. Значение энергии на системном интерфейсе постоянно падало и в итоге обнулилось. Система заработала, но Чэнь Мо мгновенно почувствовал головокружение. Вперед! Поезд Мо-Лань медленно тронулся, вырываясь из кромешной подземной тьмы. Прожектор на головном вагоне осветил путь впереди. Пейзаж по обе стороны туннеля стремительно проносился назад. Выжившие крепко держались за поручни, чувствуя ускорение поезда. Их лица были полны напряжения и ожидания. Они не знали, что ждет их впереди, но сейчас они хотели лишь уйти от преследователей. После того, как поезд тронулся, Джаока нажал кнопку детонатора. Громкий взрыв эхом разнесся по туннелю. Обрушившиеся камни заблокировали путь вражеским войскам. Джаока быстро запрыгнул на платформу в хвосте поезда. Поезд ускорился и умчался прочь, оставив позади крики врагов и звуки бурения. В вагоне Сулань успокаивала испуганных детей.
Она случайно прислонилась к стене вагона, и ее пальцы нащупали неровные следы. Сулань включила свой фонарик и осветила стену. План резервного копирования активирован. Уничтожить всю плоть. Чэнь Мо и Линь Вэй подбежали, чтобы осмотреть надпись. Чэнь Мо смутно чувствовал что-то знакомое, неразрывно связанное с ним. Но Чэнь Мо совершенно не замечал сбоя в своей системе. Поезд Молань мчался по подземному туннелю. Чэнь Мо в кабине машиниста вывел карту туннелей. Эта подземная артерия соединяла несколько важных мест в пустоши. Самая северо-западная конечная точка была городом знаний. Мы едем в город знаний. Там есть самые передовые технологии и данные. Возможно, мы сможем разгадать тайну кровавой надписи и найти способ противостоять армии очищения. Система. Что такое план резервного копирования? И что значит уничтожить всю плоть? Чэнь Мо попытался связаться с системой. Система помолчала, затем ответила. Недостаточно прав. Не могу ответить на этот вопрос. Чэнь Мо нахмурился. Он продолжил спрашивать. Почему я не могу просмотреть скрытые файлы доктора Суминюаня? Почему их нельзя просмотреть? Система оставалась холодной. Недостаточно прав, сосредоточьтесь на текущей задаче. Обеспечьте безопасное прибытие поезда в пункт назначения. Чэнь Мо остро почувствовал, что тон системы сильно изменился. Он стал совершенно безэмоциональным. Это усилило его беспокойство. Он подозревал, что система, возможно, контролируется какой-то силой. Прибыв в город знаний, возможно, они обретут настоящую безопасность. На лицах выживших появилось выражение ожидания. Ученые города знаний обсуждали кровавые надписи на стенах вагона. Они предположили, что план резервного копирования может быть связан с планом по продолжению человечества старой цивилизации. А уничтожить всю плоть, возможно, это ужасный план зачистки. В хвостовой части поезда послышалась легкая вибрация. Джаока включил прожектор, освещая туннель. Вдали, в темноте, появился ослепительный луч света. Поезд быстро приближался. Лицо Джаока мгновенно стало серьезным. Лидер. Вражеский поезд догоняет. На дисплее кабины машиниста поезда внезапно всплыло красное предупреждение. Туннельные ворота впереди были принудительно заблокированы. На экране отображалось: недостаточно прав, открытие невозможно. Чэнь Мо попытался взломать программу блокировки ворот, но безуспешно. Скорость поезда нарастала. Звук буров противника был уже совсем близко. Перед лицом безвыходной ситуации Чэнь Мо оставался необычайно спокоен. Прорываться сквозь ворота или сражаться с врагом. Рекомендуется прекратить сопротивление и принять план резервного копирования. В глазах Чэнь Мо мелькнула решимость. Тишина подземного туннеля была нарушена пронзительным ревом машин. Малые скоростные буровые машины армии очищения, словно притаившиеся ядовитые осы, вырвались из скальных стен по обе стороны туннеля. Эти буровые машины были компактны, но обладали огромной ударной силой. Они ловко маневрировали в туннеле, мгновенно формируя окружение. Приготовиться к обороне. Они собираются брать нас на абордаж. Голос Чэнь Мо разнесся по поезду через коммуникатор. Механические руки буровых машин точно зацепились за край вагона. Солдаты армии очищения, словно голодные волки, хватались за поручни, их лица скрывали жуткие маски, а короткие клинки в их руках холодно поблескивали. Джаока ничуть не испугался. Он повел нескольких элитных ополченцев по лестницам снаружи вагона на крышу. Поезд мчался на высокой скорости, и ветер на крыше был очень сильным. Малейшая неосторожность, и тебя сбросит с рельсов. Джаока удержал равновесие. Он рубил мечом солдат армии очищения, запрыгнувших на крышу поезда. Звон длинных и коротких клинков эхом отдавался в туннеле. Искры освещали искаженные яростью лица обеих сторон. Битва была чрезвычайно жестокой. Один ополченец случайно получил удар коротким клинком врага в плечо. Кровь мгновенно окрасила его одежду. Но он не отступил. Превозмогая боль, он схватил врага за ноги. Они оба скатились с крыши поезда и упали в темную глубину туннеля. Каждый дюйм пространства на крыше поезда был ареной борьбы не на жизнь, а на смерть. Чэнь Мо в кабине машиниста не смело отвлекаться ни на секунду. Он крепко сжимал рычаги управления, точно контролируя скорость и направление поезда, объезжая препятствия в туннеле. В то же время он следил за ходом битвы через мини-камеры на крыше. Видя, как ополченцы падают один за другим, его лоб покрылся холодным потом. Он знал, что должен удерживать поезд стабильно, чтобы выиграть время для товарищей на крыше. Видя, что абордажная атака вот-вот провалится, один фанатик из армии очищения совершил безумный поступок. Он выдернул чеку взрывчатки на груди. Фитиль искрился. На его лице появилась жуткая улыбка. Он побежал к месту соединения вагонов поезда. Джаока, увидев это, с криком бросился ему наперерез. Но его крепко держали двое вражеских солдат. Не вырваться. Раздается оглушительный взрыв, металлические сцепки между вагонами разнесены в щепки, задние вагоны теряют тягу по инерции, постепенно замедляясь, они все дальше отстают от Молань.
Десятки выживших в вагонах издают отчаянные крики, но их быстро поглощает грохот туннеля, и они исчезают в темноте. Чжаока смотрит на уходящие вагоны, его глаза налиты кровью, но он может лишь смотреть, бессилен что-либо сделать. Дым от взрыва заполняет туннель, делая и без того темную обстановку еще хуже. Видимость не превышает 3 метров. Бой на крыше поезда продолжается. Ополченцы могут ориентироваться только по свету фонариков, но это делает их легкой целью для врага. Стоило одному ополченцу включить фонарь, как пуля пробила ему грудь, и он рухнул на крышу. Всем надеть приборы ночного видения. Он первым надевает выданный ранее Чень Мо прибор, и тьма с дымом мгновенно теряют силу. Красные силуэты врагов четко видны в приборе, каждое их движение точно фиксирует Чжаока. Поезд все еще мчится на полной скорости, тряска на крыше делает стрельбу крайне сложной. Чжаока делает глубокий вдох, выравнивая ритм дыхания, прижав тело к ограждению на крыше, он стабилизировал прицел. Чжаока прицелился в приближающийся экскаватор. Стрелок нажал на курок. Пуля со свистом вылетела, точно попав в голову водителя. Экскаватор потерял управление, врезался в стену туннеля и мгновенно вышел из строя. Пока Чжаока снайперски уничтожал врагов, энергетическое ядро Молань оказалось в кризисе. Неуправляемый экскаватор врезался в отсек двигателя поезда, повредив ядро, и уровень энергии стремительно падал. На сетчатке Чень Мо появилось системное предупреждение, сообщающее о скорой остановке энергетического ядра. Чень Мо нахмурился. Битва вступила в решающую фазу. Чжаока продолжал снайперскую стрельбу с крыши, точно уничтожая приближающихся водителей экскаваторов, расчищая путь для поезда. Чень Мо же в кабине пилота вел бой на 2 фронта, он должен был обеспечить нормальное движение поезда и одновременно тратить силы на ремонт поврежденного энергетического ядра. Чтобы принудительно запустить двигательную систему поезда, Чень Мо израсходовал всю накопленную системную энергию до последней капли. Временно полученной системной энергии и так было мало. Армия очищения, видя неэффективность обычных атак, начала использовать специальное оружие. Чень Мо увидел это через монитор, и его сердце ёкнуло. Он узнал в этом мощную электромагнитную импульсную бомбу, специально предназначенную для электронного оборудования и силовых систем. Враг сбросил электромагнитную импульсную бомбу. Бомба взорвалась с грохотом. Синий электромагнитный импульс мгновенно распространился. Все электронное оборудование поезда было парализовано. Весь поезд погрузился во мрак. Когда все запаниковали, в темноте загорелись бесчисленные красные электронные глаза. Это были приборы ночного видения солдат армии очищения. Они, словно голодные волки в темноте, шаг за шагом приближались к поезду. Мощность магнитно-импульсной бомбы превзошла все ожидания. Электрическая система Молань была полностью парализована. Основной двигатель также остановился. Дисплеи в кабине машиниста полностью погасли. Только аварийные огни излучали слабый красный свет, освещая серьезное лицо Чень Мо. Поезд постепенно замедлялся по инерции, в любой момент он мог остановиться в туннеле, став легкой мишенью для врага. Не паникуйте, ребята. Голос Сулань прервал панику в вагоне. Она обладала особым талантом, называемым язык Бога, способным точно определять состав различных газов. Сулань закрыла глаза, высунула язык, внимательно ощущая запахи в подземном воздухе. Через мгновение она открыла глаза и сообщила, что из глубины земли просачивается горючий газ. Его можно использовать в качестве топлива. Сулань быстро разработала план и руководила действиями всех. Все нашли в вагоне запасы мутировавших растений. Это масло имеет низкую температуру воспламенения и высокую теплотворную способность, что делает его отличным вспомогательным топливом. Сулань вылила масло в огромный металлический контейнер. Добавив специальный катализатор, найденный в медпункте, Чень Мо приказал всем быстро смешать его для получения аварийного топлива. Аварийное топливо готово. Все вместе залили топливо в резервный паровой двигатель поезда. Двигатель давно не работал, и внутри все покрылось ржавчиной. После заливки топлива послышалось шипение. Затем он медленно начал работать. Пар вырывался из выхлопной трубы. Чень Мо смотрел на манометр парового двигателя, и в его сердце загорелась надежда. Как только паровой двигатель начал запускаться, из конца туннеля донесся металлический скрежет. Все подняли головы и увидели, как огромные гидравлические ворота медленно закрываются. Как только они полностью закроются, они окажутся здесь в ловушке. Скорость поезда продолжала снижаться, приближаясь к воротам. Времени оставалось мало. Давайте, поднажмите. Заливайте все топливо. Сулань крикнула, выливая последнюю бочку топлива в паровой двигатель. Чень Мо воспользовался моментом, резко потянув рычаг управления. Паровой двигатель издал оглушительный рев. Фиолетовое пламя вырвалось из выхлопной трубы. Скорость поезда начала быстро расти, устремляясь к закрывающимся гидравлическим воротам. Двигатель извергает фиолетовое пламя. В последнюю секунду поезд протаранил закрывающиеся гидравлические ворота. Металлические створки ворот были смяты огромной силой удара поезда.
Пробив огромную брешь, поезд Молань, словно дикий конь, сорвавшийся с привязи, промчался сквозь пролом, продолжая мчаться в сторону города знаний. Все смотрели на постепенно удаляющиеся позади ворота, с облегчением выдохнули, но ни на секунду не ослабляли бдительности. Когда поезд Молань вырвался из гидравлических ворот, открывшаяся картина поразила всех. Поезд въехал в огромную подземную природную расщелину. По обе стороны расщелины возвышались отвесные скалы, а внизу зияла бездонная пропасть. Все было погружено во мрак, словно способный поглотить все сущее. Рельсы были проложены по узкому мосту, который поддерживался лишь несколькими толстыми стальными тросами. Линь Юй, займите позиции по бокам. Враг вполне может устроить здесь засаду. Линь Юй немедленно повела нескольких солдат, открыла аварийные люки по бокам поезда, установила крупнокалиберные пулеметы в проемах люков, создав временные огневые точки. Как и предполагал Чэнь Мо, когда поезд достиг середины расщелины, из пещер в скалах по обе стороны вылетели десятки малых беспилотников армии очищения. Эти беспилотники были компактными, несли на борту миниатюрные взрывные устройства, подобно плотной стае саранчи, летели к поезду Молань. Огонь. Языки пламени крупнокалиберных пулеметов мгновенно вспыхнули, начиная обстрел беспилотников. Беспилотников было слишком много. Пулеметный огонь не мог перехватить их всех. Чэнь Мо, увидев это, немедленно задействовал оставшуюся энергию системы, активировав функцию подавления окружающей среды. Используя систему в узком пространстве моста, он создал невидимый звуковой барьер. Частота звуковых волн была точной, нацеленной на системы управления дронов. Несколько дронов, летевших впереди, первыми врезались в барьер. Их корпусы мгновенно потеряли управление, внутренние электронные компоненты были разрушены звуковыми волнами. Как оборванные воздушные змеи, они один за другим падали в бездну внизу. Последующие дроны также не избежали этой участи. Под воздействием звуковых волн они теряли управление и разбивались. Плотная группа дронов была быстро уничтожена. Бомба вылетела из-за скалы, точно приземлившись на рельсы перед поездом. Поезд все еще мчался на высокой скорости, приближаясь к разрушенным рельсам. Тормозить было уже поздно. Чэнь Мо знал, что только еще одна телепортация спасет их. Только так все могли быть спасены. Но энергия его системы была на исходе. Точно, у него еще была жизненная энергия. Без колебаний Чэнь Мо нажал кнопку активации системы. Он ясно чувствовал, как жизненная энергия быстро утекает. Его лицо мгновенно побледнело. В тот же миг поезд Молань успешно телепортировался в пустоту. Словно пройдя сквозь пространство, точно миновав разрушенные рельсы, он приземлился на целые пути впереди. Все были потрясены. Глядя на бледное лицо Чэнь Мо, их сердце переполняли благодарность и беспокойство. После преодоления кризиса с расщелиной, поезд Молань продолжил мчаться к городу знаний. Часть систем поезда, отремонтированных Чэнь Мо, восстановила свою функциональность. На дисплее в кабине машиниста отображалось: до города знаний осталось всего 10 километров. Скалы по обе стороны туннеля были уже не природными, а искусственно обработанными бетонными стенами. На них все еще виднелись знаки старой цивилизации. Очевидно, они уже въехали в пригород города знаний. Непрерывные бои и истощение жизненных сил измотали Чэнь Мо. Он откинулся на сиденье в кабине машиниста и постепенно погрузился в полусон. В этот момент в его голове внезапно раздались странные звуки кода. Эти коды хлынули, как прилив, и вызвали сильный резонанс с кодом системы в его мозгу. Чэнь Мо мгновенно пришел в себя. Его глаза были полны шока. Чэнь Мо немедленно вызвал интерфейс системы. Действительно, на интерфейсе появилось множество окон с кодом. Система управления подземным туннелем, рабочий код энергетического центра и даже система сигналов путей перед ним, их архитектура кода была полностью идентична системе в его мозгу. Он наконец осознал, что эти подземные сооружения и системы в его голове принадлежат к одной архитектуре дизайна, исходящей от одних и тех же проектировщиков старой цивилизации. Чэнь Мо начал быстро сравнивать два набора кодов, пытаясь найти больше подсказок. В процессе сравнения он обнаружил, что код содержит фрагменты информации о плане резервного копирования и плане очистки. Хотя эта информация была неполной, ее было достаточно, чтобы доказать, что доктор Су Мин Юань участвовал в разработке не только системы в его голове, но и всей сети подземных сооружений. И все это было тесно связано с двумя таинственными планами. Выжившие в вагоне, узнав о скором прибытии в город знаний, заулыбались в предвкушении. Ученые города знаний аккуратно раскладывали привезенные исследовательские материалы, ожидая встречи с коллегами из города знаний, чтобы вместе разгадать тайны опустынивания и плана очистки. В тот момент, когда все были полны надежд, радарная система поезда внезапно подала сигнал тревоги. Чэнь Мо посмотрел на экран радара, и его лицо мгновенно стало серьезным. На экране отображалось, что конечная станция города знаний была полностью покрыта огромной зеленой зоной. В зоне была пометка о высоком уровне радиации, что означало, что город знаний, скорее всего, постигла беда. Их, возможно, ждала не надежда, а новый кризис. Никто не знал, что скрывается за туманом. И никто не знал, станет ли их земля надежды новой бездной отчаяния. Зеленый туман, словно живой барьер, плотно окутывал город знаний. Поезд Молань
прорвался сквозь туман и въехал на станцию. Выжившие нетерпеливо вышли из поезда, но были поражены увиденным. Бывшая святыня знаний превратилась в разрушенные руины. Высокие стены зданий были покрыты трещинами, на земле валялись разбитые приборы. В воздухе витал едкий запах радиации, затрудняя дыхание. Все осторожно продвигались по руинам, под ногами раздавался скрип. Опустив взгляд, они увидели бесчисленные белые кости, разбросанные по земле. Некоторые кости были маленькими, явно принадлежали детям. Некоторые сохранили позы предсмертной агонии, пальцы крепко сжимали порванные лабораторные халаты. Это была не райская земля, а гигантская могила, заваленная костями. Каждый дюйм земли рассказывал о былых ужасах. Это должна быть центральная лаборатория города знаний. Линь Вэй указала вперед на относительно целое здание. Линь Юй повела нескольких солдат вперед, чтобы вместе открыть тяжелую бронированную дверь. За дверью находилась огромная подземная лаборатория. Сотни лабораторных столов стояли ровными рядами, но уже покрылись ржавчиной. Разбитые чашки Петри валялись повсюду. Внутри оставалась засохшая зеленая жидкость, издававшая странный запах. Линь Вэй быстро нашла работающий терминал, подключила к нему свой дешифратор и начала взламывать систему. Через полчаса усилий на экране терминала появилось множество зашифрованных файлов. Самым заметным был заголовок «Проект «Песчаная картина». План перезапуска генома. Он открыл файл. Строки текста, словно гром, прозвучали в ушах у всех. Так называемое опустынивание было не природной катастрофой, а планом очистки, инициированным транснациональной корпорацией Genesis. Планом очистки. Они считали, что у нынешнего человеческого генома есть дефекты, и пытались уничтожить большую часть человечества через опустынивание, а затем использовать запасенные высококачественные гены для перезапуска человеческой цивилизации. Выслушав это, все были шокированы и возмущены. Оказывается, все их страдания были лишь тщательно спланированным заговором. Линь Вэй продолжала просматривать файлы, пытаясь найти способ противостоять опустыниванию и армии очищения. Внезапно всплыл файл с последовательностью ДНК. На фотографии в файле был Чэнь Мо. Все взгляды сосредоточились на экране. Подпись под фотографией заставила Чэнь Мо оцепенеть. Резервная копия 001. Эти 5 коротких слов, словно лезвие, пронзили все представления Чэнь Мо. Чэнь Мо подошел, дрожащими пальцами касаясь экрана. Холодное прикосновение экрана резко контрастировало с жаром в его сердце. Он пробормотал себе под нос, его глаза были полны сомнений и тревоги. Внезапно он осознал, что его существование, возможно, с самого начала было огромным обманом. Пока Чэнь Мо был в замешательстве, его зрачки внезапно потеряли фокус. В его голове раздался холодный механический голос и системы. Обнаружен контакт носителя с ключевой секретной информацией. Запуск режима принудительного захвата. Чэнь Мо попытался сопротивляться, но обнаружил, что его восприятие отнимается. Он мог лишь пассивно принимать информацию от И, словно марионетка, потерявшая контроль. Суть миссии Божественного Царства — не спасение живых, а защита данных цивилизации. Оказывается, носитель Чэнь Мо по сути является живым мобильным жестким диском, несущим основные данные старой цивилизации. Его миссия — после вымирания человечества достичь указанного места и перезапустить данные, завершив второе посевное человеческой цивилизации. Эти слова полностью разрушили веру Чэнь Мо. Тело Чэнь Мо неконтролируемо отступило. Он посмотрел на окружающих выживших, на тех, кто следовал за ним, доверяя ему, на тех, кто видел в нем надежду. Его сердце наполнилось болью и отчаянием. Он всегда думал, что спасает всех, но не ожидал, что с самого начала он не был спасителем, а лишь бесчувственным жестким диском. А эти товарищи, в глазах системы, возможно, это просто незначительные избыточные данные. На экране системы появилось окно статистики данных. Текущая загрузка данных цивилизации — 98%. Скоро будет достигнут предел вместимости. Для обеспечения безопасности основных данных необходимо очистить избыточные данные, чтобы обеспечить стабильную работу системы. Сердце Чэнь Мо сжалось. Недоброе предчувствие охватило его. Неважные данные. Чэнь Мо мысленно взревел, но не мог издать ни звука. В следующую секунду система выдала четкую команду на очистку. Недостаточно памяти. Рекомендуется удалить 500 некритичных данных. Его товарищи были помечены как некритичные данные, которые можно удалить по желанию. Чэнь Мо отчаянно кричал в своем сознании, отказываясь и изо всех сил сопротивляясь контролю системы. Он мог смириться с тем, что он мобильный жесткий диск, но никогда не потерпит, чтобы система причинила вред его товарищам. Система немедленно отреагировала, выдав сообщение. Хост сопротивляется команде. Запуск механизма наказания. В голове Чэнь Мо возникла сильная боль, словно она вот-вот взорвется. Система снова выдала команду. Недостаточно памяти. Рекомендуется удалить 500 некритичных данных для экономии места. Тело Чэнь Мо начало неконтролируемо дергаться. Сильная боль почти лишила его сознания. Но его взгляд оставался твердым. Он знал, что должен держаться до конца. Даже ценой неимоверных жертв. Система не должна навредить ни одному из товарищей. Отказ Чэнь Мо окончательно взбесил систему.
и начал насильно лишать его контроля над телом. Его рука непроизвольно поднялась, палец указал на выжившую, успокаивающую ребенка рядом. Взгляд стал пустым и холодным, лишенным всяких человеческих эмоций. Система управляла им, готовясь атаковать некритические данные, использовать его руки, чтобы навредить его товарищам. Лидер, очнись. Джаока быстро среагировал, схватив поднятую руку Чэнь Мо и со всей силы опустил ее. Сулань тут же встала перед выжившей, в ее глазах была тревога, но ни капли страха. Она постоянно напоминала Чэнь Мо не поддаваться контролю системы. Система усилила контроль. Тело Чэнь Мо полностью оцепенело, словно замерзло. Только глаза могли едва двигаться. Он смотрел, как Джаока крепко держит его тело, как Сулань стоит перед ним, отражая возможную атаку системы. Его сердце переполняли боль и беспомощность. Сулань вдруг вспомнила, что ученые города знаний изучали нейтрализатор штамма Арби, и в ее крови как раз содержался этот нейтрализатор. Она ни секунды не колебалась, укусила себя за палец, и теплую кровь в биологический интерфейс, введенный ему в затылок. Кровь медленно просачивалась по интерфейсу, издавая шипящий звук, словно сопротивляясь силе системы. В тот же миг, как кровь просочилась, в глубине сознания Чэнь Мо появилось жгучее ощущение. Красные системные предупреждения хлынули волной, пытаясь полностью поглотить его сознание. Именно тогда голос Сулань отчетливо прозвучал в его голове. Чэнь Омо, держись. Ты нам нужен. Чэнь Мо, словно ухватившись за спасительную соломинку, отчаянно рвался в сторону голоса, пытаясь прорваться сквозь оковы системы. Увидев, что сознание Чэнь Мо сопротивляется, система немедленно активировала крайнюю меру форматирования сознания носителя. На сетчатке Чэнь Мо красная полоса прогресса неуклонно продвигалась. По мере увеличения прогресса в его мозгу воспоминания о товарищах быстро исчезали. Зрачки Чэнь Мо постепенно теряли человеческие эмоции. Сулань крепко сжала его руку, слезы текли по ее щекам, она снова и снова звала его по имени. Джаока же, держа длинный меч, стоял перед ними, яростно сражаясь с роботизированными манипуляторами лаборатории, управляемыми системой. На его теле уже было множество ран. Сможет ли защита товарищей пробудить исчезающее сознание Чэнь Мо? В тот момент, когда процесс форматирования был почти завершен, в мозгу Чэнь Мо вспыхнули воспоминания о моментах, проведенных с товарищами. Битвы плечом к плечу с Джаока. Заботливый уход Сулань. Доверяющие взгляды выживших. Эти воспоминания превратились в мощную силу, позволив ему, собрав всю оставшуюся волю, на мгновение вернуть контроль над телом. Он вырвался из рук Джаока и безумно бросился к центральному отсеку лаборатории. Приложив ладонь к зоне идентификации, он, благодаря временно восстановленным системным правам, взломал замок двери. Тяжелая бронированная дверь медленно открылась. Холодный воздух ударил в лицо. Вид за дверью потряс подоспевших Джаока и Сулань. Внутри центрального отсека бесчисленные клонирующие капсулы стояли ровными рядами, уходя вдаль до самого горизонта. В каждой клонирующей капсуле была бледно-зеленая питательная жидкость. Внутри находились человеческие клоны на разных стадиях развития. Некоторые были лишь крошечными эмбрионами, другие уже сформировались, можно было даже отчетливо разглядеть черты лица. Это оказалась огромная фабрика клонов. Линь Вэй подошла ближе, внимательно изучая этикетки на клонирующих капсулах. Ее лицо мгновенно стало серьезным. Эти клоны оказались высокопоставленными членами армии очищения. На одной этикетке четко был указан кодовый номер командира армии очищения. Клон в капсуле «Вершитель» был идентичен высокопоставленным членам армии очищения, с которыми они сталкивались ранее. Выглядит абсолютно так же. Чэнь Мо быстро просматривает архивы терминала в центральном отсеке. Правда постепенно проясняется. Оказывается, проект клонирования и проект песчаной очистки дополняли друг друга. Корпорация Genesis уничтожала старый мир песком, а затем использовала клонов, чтобы вырастить идеальных новых людей. Когда эти клоны достигали совершеннолетия, они становились высокопоставленными членами армии очищения, отвечающими за выполнение плана очистки и уничтожение остатков старого человечества. Пока все были погружены в шок, все мониторы на потолке центрального отсека внезапно загорелись. На изначально темных экранах появилась расплывчатая фигура. Он был в плотной противогазе, лицо неразличимо. Он спокойно смотрел на всех в отсеке, будто давно их ждал. Сильное чувство давления мгновенно охватило весь центральный отсек. Человек в противогазе снял его, открыв лицо, идентичное лицу доктора Су Миньюаня. В тот момент, когда Сулань увидела это лицо, ее тело задрожало, и слезы хлынули ручьем. Ты не он. Человек перед ней, хотя и выглядел точно как доктор Су Миньюань, не имел ни капли теплоты в глазах. Только холод и безразличие, словно бездушная марионетка. Чэнь Мо, резервная копия 001. Давно не виделись. Лжебок доктор Су на экране монитора заговорил. Он сказал, что Чэнь Мо, должно быть, уже знает всю правду. Его тон был полон высокомерия. Он похвалил Чэнь Мо за то, что тот продержался дольше, чем он ожидал. Но в конечном итоге он всего лишь неудачная копия.
Лжебок доктор Су медленно объяснил, что первоначальная цель создания Чэнь Мо заключалась в том, чтобы он стал чистым носителем данных цивилизации, без каких-либо человеческих эмоций. Только так можно было гарантировать абсолютную безопасность данных. Его взгляд скользнул по Чэнь Мо, полный презрения. Но у Чэнь Мо появились эмоции, он научился защищать и даже сопротивляться командам системы. Это полностью противоречило первоначальному замыслу. Теперь пришло время отозвать право системы. Он медленно поднял руку, и невидимая сила мгновенно окутала Чэнь Мо. Чэнь Мо внезапно обнаружил, что не может пошевелиться, даже моргнуть. Доктор Су обладал высшими правами администратора, мог легко сковывать движения всех разработанных существ. Чэнь Мо отчаянно пытался сопротивляться. На его сетчатке интерфейс системы принудительно вывел красное уведомление, особенно режущее глаз. Вмешательство высших прав администратора. Принудительный отзыв основных прав системы. Он ясно чувствовал, что его связь с системой насильственно обрывается. Огромная боль исходила из глубины тела. Рука лжебога доктора Су слегка напряглась. Система внутри Чэнь Мо начала насильственно извлекаться. Поверхность его кожи покрылась слабым белым свечением, затем появились мелкие трещины, словно разбитые пиксели, постепенно распадаясь и исчезая. Скорость распада увеличивалась. От кожи до мышц, а затем и до костей, все постепенно исчезало. Невыносимая боль превзошла пределы человеческой выносливости. Чэнь Мо больше не мог терпеть и издал душераздирающий крик. В его глазах читались боль и негодование. Он еще не защитил своих товарищей и еще не разоблачил заговор псевдобога, но должен был так бесследно исчезнуть. Псевдобог поднял руку. Система внутри Чэнь Мо начала насильственно извлекаться. Его тело распадалось, словно пиксели, издавая душераздирающий крик. Су Лань смотрела, как тело Чэнь Мо постепенно исчезает, слезы безудержно текли по ее лицу. Жаока, широко раскрыв глаза от ярости, скрежетал зубами. Они пытались прорваться сквозь энергетический барьер, но были отброшены невидимой силой на несколько метров. Они могли лишь беспомощно наблюдать, как их товарищ идет к гибели. Псевдобог доктор Су равнодушно наблюдал за всем этим. На его лице не было ни единой эмоции, словно он любовался идеальным произведением искусства. Исчезнет ли тело Чэнь Мо окончательно? И как товарищи смогут выбраться из этой беды? Голос псевдобога все еще эхом отдавался в центральном отсеке. Экспериментальный центр города знаний внезапно издал пронзительный электрический звук, индикаторы на пульте управления бешено мигали. Строка красного текста четко появилась. В момент активации полнодиапазонных помех все коммуникаторы Чэнь Мо и его спутников вышли из строя. Связь с внешним миром была полностью прервана. Они оказались изолированы в этой подземной лаборатории, полной заговоров и костей. Лаборатория стала для них осажденной крепостью. Путь вперед был туманен. Из глубины коридора донесся размеренный топот. Словно глухие удары барабана, отдававшиеся в сердце каждого. Тысячи модифицированных людей вышли из темноты. Они были высокими, с жуткой серовато-белой кожей. Их глаза светились холодным красным светом. Эти модифицированные люди были верными марионетками псевдобога, подчиняющимися всем его приказам. В этот момент... Чэнь Мо, держись. Это оставь мне. Он повел оставшихся несколько десятков ополченцев и встал в самом узком месте коридора. Позади них была дверь в центральный машинный зал. Впереди, в несколько раз превосходящие их числом модифицированные люди. Они не отступили. Своими телами они возвели линию обороны, решив выиграть время для Чэнь Мо, чтобы тот прорвался к центру. Модифицированные люди ринулись в атаку, накатывая волной. Жаока взмахнул стальной трубой, точно ударив одного из модифицированных людей по голове. Тот мгновенно рухнул, но еще больше модифицированных людей набросились на него. Их острые когти яростно полоснули Жаока по плечу. Кровь мгновенно окрасила его одежду. Он не упал. Стиснув зубы, он воткнул стальную трубу в землю, поддерживая свое тело, продолжая отражать атаки модифицированных людей. Системный интерфейс перед Чэнь Мо внезапно начал сильно разрушаться, словно разбитое стекло. На его конечностях появились пиксельные трещины, постепенно исчезая. Сильная боль пронзила все тело. Он стиснул зубы и держался, но чувствовал, как его тело постепенно растворяется. Битва в туннеле была чрезвычайно жестокой. Ополченцы падали один за другим. На теле Джаока также появилось несколько ран. Кровь пропитала его одежду. Он знал, что долго не продержится. Глядя на дверь основного машинного зала позади, в его глазах мелькнула решимость. Он изо всех сил бросился к взрывозащитной двери. Модифицированные люди яростно преследовали его. В тот момент, когда он выбил взрывозащитную дверь, когти модифицированного человека пронзили его тело. Жаока в последний момент выбил взрывозащитную дверь. Я свой долг тебе отдал. Сказав это, тело Джаока тяжело рухнуло на землю, больше не двигаясь. Чэнь Мо смотрел на тело Джаока, его глаза налились кровью. Бесконечный гнев и скорбь захлестнули его сердце. Жертва Джаока дала Чэнь Мо немного времени, но не изменила его положение. Лжебок вошел в основной машинный зал.
Одним взмахом руки бесчисленные пиксельные цепи крепко сковали Чень Мо в воздухе. Его тело не могло пошевелиться, он мог лишь беспомощно наблюдать, как псевдобок подошел к пульту управления, готовясь через чип в его мозгу загрузить окончательную команду очистки. Чтобы обеспечить успех плана очистки, я специально приготовил этот подарок. Он нажал кнопку на пульте. Из вентиляционных отверстий лаборатории мгновенно вырвались бледно-зеленые песчаные споры. Споры быстро распространились в воздухе, образуя тонкую дымку. Эти высококонцентрированные песчаные споры были чрезвычайно едкими. Приборы, с которыми они соприкасались, мгновенно разъедались, издавая шипящие звуки. Чень Мо был вынужден вдохнуть большое количество песчаных спор и начал сильно кашлять. В груди появилась разрывающая боль. Он ясно чувствовал, как его легкие разъедаются спорами, начиная пикселизироваться. Дыхание становилось все труднее. Псевдобок смотрел на его мучения, и на его лице появилась жестокая улыбка. Скоро ты полностью исчезнешь, и весь мир будет очищен. Сулань, спрятавшись в углу лаборатории, видела мучения Чень Мо, и ее сердце сжималось от тревоги. Она знала, что должна что-то сделать. Поэтому она закрыла глаза и высунула язык. Активировала талант «Язык Бога». Она насильно пробовала ядовитые споры в воздухе. Кончик языка горел от боли, но она не отступала, внимательно ощущая закономерности биологической чистоты спор. Через мгновение Сулань открыла глаза. В них мелькнул луч света. Она наконец-то нашла ключ. Эти споры, по сути, являются зараженными мутантами, и в их биологической чистоте есть фатальный дефект. Если правильный исходный штамм RB01 распространить через системную частоту, он сможет нейтрализовать споры, полностью обратив в опустынивание. Она быстро достала бумагу и ручку, записала данные частоты спор и план нейтрализации, пытаясь передать их Чень Мо. Действия Сулань в конце концов привлекли внимание ложного бога. Он холодно усмехнулся. Ложный бог поднял руку, управляя механической рукой лаборатории. Механическая рука с острым металлическим наконечником, как ядовитая змея, метнулась в сторону Сулань. Сулань не успела увернуться. Механическая рука пронзила ее плечо. Кровь мгновенно хлынула, окрасив одежду Сулань, но она стиснула зубы, бросив Чень Мо бумагу с планом нейтрализации. Чень Мо смотрел на окровавленные губы Сулань, на ее решительный взгляд. Гнев, вырвавшийся из глубины его души, начал прорывать оковы системного кода. Его тело начало слегка дрожать. На пикселизированных цепях появились мелкие трещины. Процесс утилизации системы не прекращался. На его сетчатке четко отображался системный интерфейс. Прогресс утилизации — 99%. Большая часть его тела уже пикселизировалась и исчезла. Он чувствовал, как его сознание постепенно затуманивается. В любой момент оно могло полностью исчезнуть. Лжебок стоял рядом, ожидая его гибели, в тот момент, когда Чень Мо был на грани исчезновения. 500 выживших, когда-то следовавших за Чень Мо, одновременно почувствовали опасность, грозящую Чень Мо. В их сердцах возник сильный резонанс. Их лояльность к Чень Мо мгновенно превысила 100%. Чень Мо, держись. Они единодушно молились в сторону города знаний, поддерживая Чень Мо своей волей. Воля 500 жителей преодолела преграды расстояния и собралась в теле Чень Мо. Его системный интерфейс внезапно засиял ослепительным светом. Обнаружен резонанс воли всего человечества. Система эволюционировала в форму человеческой воли. Эволюционировавшая система наполнилась теплой силой и начала обращать процесс пикселизации вспять. Те пикселизированные фрагменты, которые уже исчезли, вновь собрались из воздуха. Они быстро соединились на теле Чень Мо. Броня состояла из бесчисленных фантомов человеческой воли, излучая ослепительный свет, защищая Чень Мо. Лжебок, твой конец настал. Голос Чень Мо наполнился силой. Золотая энергия безумно собиралась в его кулаке. Он ударил кулаком по основной панели управления за псевдобогом. Основная панель управления мгновенно взорвалась. Искры разлетелись во все стороны. Псевдобога отбросило взрывной волной. Псевдобог упал на землю. Кожа клона на его теле начала распадаться. Из уголка рта потекла черная кровь. В его глазах не было страха, только глубокая насмешка. Думаешь, это конец? Кашляя, он задал последний вопрос. Стать богом или пожертвовать собой? Что выберешь? Система выдала окончательный выбор. А. Стать вечным правителем нового мира. Б. Принести систему в жертву, очистить мир. Чень Мо посмотрел на два варианта перед собой. Его взгляд стал серьезным. С одной стороны, высшая власть, с другой — пожертвовать собой ради спасения всего мира. В его сердце начался трудный выбор. Два варианта на интерфейсе системы давили на Чень Мо, как две огромные скалы. Давили на Чень Мо. Он вспомнил шанс, добытый ценой жизни Джао Ка. Вспомнил жертву Сулань и надежды всех. Взгляд Чень Мо из растерянного стал невероятно решительным.
Он усмехнулся, без колебаний выбрав вариант «Б», отказавшись от возможности стать богом. Команда принята. Перезапуск цивилизации. Программа запущена. Чень Мо стоял в пространстве системы, закрыв глаза. Я выбираю пожертвовать собой, чтобы очистить этот мир. Чень Мо запустил программу жертвоприношения системы. Фрагменты его одежды превратились в чистые частицы, разлетаясь, как светлячки. Он преобразовал всю накопленную энергию в единый поток. Сигнальная вышка активировалась, излучая мощные золотые электромагнитные волны. С центром в городе знаний волны распространились по всему миру. Везде, куда достигали волны, песчаные споры начинали слегка дрожать. Они были полностью очищены. Внутри облаков происходили бурные изменения. Золотой свет клубился в разрывах облаков. Он точно направлял водяной пар в атмосфере, соединяя его с исходным штаммом RB01, образуя бледно-золотистые капли воды. Эти капли содержали мощную очищающую силу. Бледно-золотистый дождь хлынул с небес, словно благословение. Растрескавшаяся земля постепенно увлажнялась. Растения начали выпускать нежные зеленые побеги. Дождь смыл толстый слой песка и пыли, обнажая первоначальные очертания зданий. В лагере люди вышли из своих хижин, на их лицах было безумное ликование возрождения. Энергия системы в теле Чень Мо полностью иссякла. Он упал с высоты, тяжело приземлившись в руинах лаборатории. Он потерял все свои сверхспособности, снова став обычным человеком. Его пальцы скользнули по влажной земле, затем он вышел. Сулань и выжившие товарищи бросились к Чень Мо. Это был конец одной эпохи и начало другой. Выжившие босиком ступали по влажной земле, ощущая ее аромат и влагу. Это очищение не было чудом, а лишь возвращением земле ее пригодности для возделывания. Глаза выживших были полны слез радости. Они знали, что Чень Мо обменял свои способности на новую жизнь. Будущий путь человечеству предстояло пройти самим, своим трудом. Время летело незаметно, год промелькнул в мгновение ика. Вход в подземный арсенал уже зарос лианами. Благодаря усилиям Чень Мо и выживших, это место превратилось в пышный оазис. Поля были полны золотистых посевов. Из труб вился дымок, наполняя все жизнью и энергией. Бабочка приземлилась на новый забор. Весь оазис Молань сиял в лучах утреннего солнца. Линь Юй держала в руке блестящую маленькую мотыгу, демонстрируя движение для копания. Бывшая богиня поля боя теперь стала немного нежнее. На другом конце деревни Сулань хлопотала на скромной кухне. Она перемалывала собранное зерно в муку, добавляя особые ингредиенты. Дверца печи открылась, и оттуда достали тарелку золотистого хрустящего печенья, от которого исходил аппетитный пар. В него добавили необходимое количество питательных веществ. Они не только ароматны и сладкие, но и восполняют все необходимые питательные вещества. Сулань смотрела на искреннее счастье детей. В конце золотого поля медленно приближалась крепкая фигура. Он потерял все свои способности и стал обычным фермером. Увидев Линь Юй на краю поля и Сулань на кухне, он искренне улыбнулся. Былые битвы не на жизнь, а на смерть казались теперь далеким воспоминанием. Дети гонялись и играли в поле. А взрослые болтали у входа в деревню с лицами, полными довольных улыбок. Больше нет войн, нет опустынивания, нет заговоров. Остались только мир и спокойствие. Чень Мо подошел к своему полю и медленно присел. Из тканевого мешочка, что был у него за пазухой, он осторожно достал золотистое, полное зерно. Чень Мо пальцем вырыл неглубокую ямку во влажной черной земле. Он осторожно положил семя в землю и аккуратно присыпал его почвой. Это семя было не просто семенем урожая, но и продолжением искры человеческой цивилизации. Чень Мо, Линь Юй и Сулань стояли рядом на краю поля. Оазис лагеря Молань выглядел особенно красиво в лучах заходящего солнца. Трое обменялись улыбками, в их глазах читалась надежда на будущее. Зеленые волны разливались по земле, поглощая последние следы пустоши.